эксперимент не удался. короче, Я пришел кинули, к да? выводу. Тебе надо было попросить гарантии. Так, ребята, я перехожу в ваше христианство, но Нагахсан, если не получится, то вы будете отвечать, короче, с каждого по 50 тысяч, короче. Иштахсан, вот ты, не? Так вот Не я сейчас... проще было бы, Тесла. А так тебя не кинули, проще. как... Степан Суволин, а так тебя кинули, как Да. Будапештский меморандум. Санна кинуть, мовino? Это еще Тесла, кто ему кого просто кинул, было я бы бесплатно за их счет чай с тортиками Ага. пил, покайфовал и ушел. история. Ага, не проще ли было бы обратиться к науке, к медицине, к лечению специалистов, а ты по верам Вот пошел. теперь только этому и буду доверять. Вот теперь только этому и буду доверять. Да, ты все-таки заблудшая овечка, я так считаю. Если будешь вот так мандровать, путешествовать, значит. Too Там еще hauser много this есть. und too hauser. Too Азак, hauser this, не too должен. Дальше саксон здесь эчка. И сразу Нур Хадуорду, дальше Хадуорду. Все будет Вот. хорошо. Не, ну Так вы что... над этим прикалываетесь, вам это смешно, а мне нет. Не, нам не смешно, нам горько, нам плакать хочется вот вместе с этим Лавки Алудиновым рядом стать, за тебя плакать охота. Дуа хочется делать, чтобы быстрее ты излечился и голову, и зрение, все это же взаимосвязано. Я ему говорил, давай мы Да, скинемся, Маршал, билет тебе говорил. купим, билет купим в Европу, Арчи. Не согласился он. Мне дали гарантии. Я не отказывался так-то. Просто я что говорил? Когда, я говорил, что, короче, мои родители ассоциируют Европу и Америку с ЛДПР, поэтому они не Нет, совсем понимают, что ты это говорил, такое. что Иисус тебе поможет, а Иисус тебя кинул. Да. Не надо то сейчас ссылаться. ЛДПР. Нет, так-то мои родители в натуре, как и... Жидкий Бог вас, сын Техуер, мой Яхве. Яхва, да. Ну так, Вот у Иисус тебя еще одна Христос, есть надежда, же Яхве, Яхва. Мау по христианству. Вас. Керстеня, Иисус Христос, и же Яхве, Мау Яхве, и Кант Мау. Не знаю, значит, туда тоже ныкаться смысла нету туда бросаться тебе. Подождите, Валерию, подождите. Валерию, Мы Христианч, Герзуалли, Танкан. отвлеклись от рыбы Нун. То есть, Валерий, сколько времени ты был христианом? 1 год или сколько? Получается, что год. То есть ты 1 год верил, что земля находится на спине рыбы Нун. Поэтому тебя Да спрашиваю. нет, я в это не верил. Я в эти Поэтому тонкости. у тебя зрение не Поэтому зрение не пришло. Полностью динчаться. Это Костецкий, Мабары. Брат, наша религия не делается эмоциями. Но так и те, о ком я рассказывал, кому это якобы вот так вот, кто якобы так излечился, тоже не верят в то, что Земля на спине кита. Они тоже верят в шарообразную Землю. Может, вначале верить. Это тоже лицемеры. Тесла Вот. полностью тешили, зрение харьером 100%. Ну да, возможно. Нельзя гарантию давать, но может быть. Искренне сахаллапы получается. Да. Вообще, надо сразу его на вшивость проверять. Да, на вшивость проверять. Искренне мусульманин, иудей или христианин должны верить, что земля находится на спине кита или рыбы Нун. Все. Это must-have feature, короче, по умолчанию. И Иначе... еще шариат, нахуй, что по законам шариата, зуди, чувал, не зуди, Ну да, и там тебя условия, но изначально фундамент всего этого угар буха хуюем, чарбу, рыба, нунбу, тут я дуния, тут я хуя тебя, даныштар тебя, хуя тебя, быкиштар хуя. 40 тысяч быков. И на них уже эта земля была. История. Хомилч вирд олчего католический ворго, православие ворго. Где-то
Да я уже миллиард раз это говорил. Протестант, баптист, евангелист. О, да он вообще опасный человек. Baptist, войнаш бом, Baptist. Лютеранин, правда, я не знаю, расприш, баптищи, распри, протестантчи, это то же самое, искажен расприш, и машин мацаей, а то же самое они делают со всеми религиями, идеологиями, что попадает к ним, короче. Как и машина, она у них очень плохо это работает. Серьезно, ты что, реально. Ну, реально, Таншарах, Тохша, Христиан, ну, боже, он мозги композировать им. Ирцу? Серьезно, не серьезно, не знаю. Сам ты ешь дорабар, ба Алаша, Не, а где-то нам хунца диташи, я это не могу понять. Вот зачем вы опять это мусолите, даже когда я это оставил? Не, со серьезно, хвастор, брат, да, маршал, да, было. Как, чтобы ты обратно там поиски, тебе помочь в поисках истинной религии. Я к истине уже пришел, что кроме научных фактов все чушь собачья. А ты даже не допускаешь ногти вообще вопрос тебе. Ну, в чем варсо? Дель, наш Бог это дело. Руда мола, Ивацалек, сон нохчица, дел автиешода, вообще нохчица. Халиль, Сундел, хоть чувствуешь, ногти вела, тебе не надо искать. Ногтем разбуди свое подсознание. Дели верзи, дели гзирны газон. Дагга. Да это не поможет, я уже знаю. Потому что... Да, не поможет. Степан, Бог, диак, может, если исламские молитвы мне не помогали, после них христианские не помогали. С чего вы решили, что языческие? Нохчедель, мачо, деясвитишун. Нохчедель, мачо, дадахеш. Что уже бусал бекерстый дел, языческий делегацию разочаровать вы целясу. Ой, Haverda, kersti, muslim, šī, Allah, Hristos, Sārjā, tieši, hodavot, debris, pusteņu, bili hažošo, tūks, būs, pisos, lom, hodavo, on tiks fjels, haidēlig, modernīn, tās, un hodīrdu, hins, haizna, hakēsi, nošķis, hakēts, hins, tundēl, tāds heftas, dies, höger, žop, hris, hatardīs, hon, žopus, Dēļ dogdilnek опасного, dēļ dogdilnek, например, царухом ценисло, царом дацадуешь, царю хадоли, например, мошен, да яхси хуо халцелекш, царом галёли, дацают, не агалё. Хавдо цан зиедиш, мадуя, дēļ мола, dēļ царом баля халхох, шмистинер, дуксон, чуя везо, значит, он сюда нусит ба, может, там фури, кело, салатти, это иш хилдиес dēļ цолюмет. صاروخهم عينيست تعم بس هرق ديل واحد سوق ديل وقت إيش ما داتين أو مصر عم بالع هو شمو ديل ده صمت إيش Тиеш шукаш, что ему поможет наука. Лютиши канте докуется шиз. Эти озван арвер угез. Ответишь до кризу жимовой. Наехали все. Собордел. Сам маршрут. شو حاولش موضوع ما سيت شو ما دوت بدوش دوش أرى هو لقدر لا لا تويد هو لا عاوز حاجز عمو Пенчо, дискуса, жим, волчен, кочу, ашляц, жимчен, кочу, ашляц, валерий, он ищет коренакцию, дал маэлцин, науки теверзалакцин, нохчи далцин, худи борщин. Астугана алер эксперт по верблюдам гулитеруя Валериус. Папа меттен дау алерес
Güç dalla humadat Valerius Pape Hunt Bristol Ayaki Schon Twar in Lucy Ubludak Nochtje Justoki Bubosh Petigat Amilsh Nochtje Terachze Ardil Doe Amilzik dat Zik Kratchels Hallola weten Peter je Albert niet dat kan zijn wie is met gewoon ja humada Güç Valley Baqwat Sorono Dway Mualnash Mombo عشان شاهدك شحات دويتش вилят деш жиж буйбелиош гарзнаш шиш далиев Вот есть Папа байрас Римский вам выехали от Хубох, Кесбал, Барса, пусть получит помощь самбат инквизиции. وسامبات يوروبيا سو نيجاتيف منين يقول شمي جنيد وتيجي ولا اولي ترمداز خطاب تاع بوستو وتيجي على اوكل شتارت كان شو تعايا Пусть лучше расскажет про то, что католическая церковь в средние века делала, مالناش دوتش هزيهم بعدك تديتش ما جرزنش واكرين ترتيل وتيجي تنقول لها خطاب تبربلجن خلها زديت شو يا خان اوكل شو ستارت وش بوتن صباح كتنبون Да, تنقول Путин, я пьяш. Šeit Justin Ашбу Папа Римский цаница была бац. Ватикан, Так почал Питер. Вот и هسه ويتك خلطة ما قرتقا ويتك خلطة ما قرتقا Да, и задание мое Леркон, давай к этой цели двигайся. Ну, вы же сами прекрасно понимаете, что вы сейчас чушь говорите, что это все не خزو لازم операции эти بعرفش لازم операции نعجيهم وزعيش ما Хотели يجي на это записаться, да, в вечер, есен туки, с клиники. Там мне сказали, что максимум до 50% получится только улучшить зрение. И плюс еще сказали, что там сумма такая. Ну, я, к сожалению, не могу себе такую сумму позволить. فوندا ابرتي تصدنا ايمان فوندا ما هو وانا ببرق اخذ حوله الليرو يوروبي ويرجع كثير ويرجع كثير 50% قلت ديك لو تلقى ما يطلع يوروبيا بما يطلع إذا والله كل شيء بدو أشوفهم Hakēsis mēs izploši, умнešķi, šeit зрение, šeit запчасть, то им позаде, постоянно вот на пикелях шахабо, шуй. Ну да, Эмкалан, чища, Мал Эмкер, чиш, баркшу, промоат диз, моушен. Дагжет, вала, баркш. Сам дуас вайца, я компьютер сататер юхвалан сун куш. Kastagan operasyon geçeceğiz. Belgen kuşlu zrenit ya da ya kısmı hukçoz gadami karoçi. Hukçoz diyoruz bu masonun ahır belgen operasyon. Там один московский ученый шпуй, профессора шпуй, там краснодарский профессора шпуй был. Я швейцар нахтен баламутит беш. Закаж принимать те, что дикнегвет на оригин рекламе уйт. Ю нахтегу, ю штабрат бойтон, Краснодаре, Москва, дабиги. Операция что шабах был. هذا عدشلو دلا examen اخچایل دا قوش diplom 3 خلات ايوش بول ناخق دل داتان كده داويج وحشك ديستويتل ميرتا جو تمبول زريني جيغا 100% وحوش مدو diplom يتلوش دو سوخو تروات سو ايش مير سوخو روات تانكل داويج وبعدين دي عشان دي وهم تبعش تراسة تدي ناس وقتي تتسيوش مو استوش سير مولا مو ما يطلع انت روسيا برد تتهوش خل حال درسة هن تتهوش انت ترينر ورسو تخي هو على إز أوتشيتش بارشيك أولا تخي كودر انت أولش داخل توش بش ديركترش مال بشي جرجر نخبوه ده تجوه ليشتي nach dagit boy achs ha yuch yum shiel dot ach tu holsner shindus shahba bidas et hosurtari kushulari اش بيحسبوا بلغت بات اتكريت حاجه دشو تاهم راز دات شنس اولشك главное de kudu митинги субботники var митинг субботники очень важно
Ак журнал штуй заполненный хилер. А беренс вообще амашнул бабач. Учиташ декердон. Учиташ ашна шит ваш дарон тана васту дайман ши. Вистул шош ак эте учиташ нацун рейс хилер. Und da du stoppel at ashbu. Журнал шкирч, ну и дуба важно. Берж амдер важно дол штелит амдер. Ну и хилча он гурдер. Учиташ на зарплат, да ты зарплат, учита зарплат, тец вордатер. Тец ваш что зарплат, учита зарплат, тестер. Ой, яйш. Еще дюзел, чудах диеш, что ах, штатчи дюзел. Und als ich gebrauche, lel rosh mawati. Ще дюзел, чудах диеш, что ще дюзел, кап диеш, что это бери багер ах, шадах, китун ах, сетуашну. 20 чем-то тысяч, 4-5 тысяч сетуаш, хун сетуаш, das werden. Но мало нам, цадох шия хокар, машин шло, хум шло. ветеран, зёрку моя стала уж тысячи Михаилович, могу 5 буду 5 тысяч. 4-5 цан хайуч. Это учитель берш ам дуэль цахул. Ак это берш кса ам дойт. Хужуш дайвел. Хужуш дiyеш дол бер قناتو это. قاد يشر حجة ديش هذا شكول يحتاج يستن خلوار تخل كنيك تول اسنورك المل شونك أبيراتي حهوية يتريو الوار خلي المدة حجة ديش شو بير مالك حجة هو تون دي الليورش بات الليورش ليجيت لقيت أنا ديش خلوي تكس زر بلاتسيت كل شو كل شو شورت كل حيركن بس نيخ بالبوش خلشه نيخ بالبوش خلش نيخ زر بلات شو تيتوش إبيرش عمدي هونتلوش نبرت اتوشي دشكاتر عموش دول بيرم بالا بات ديسبيتل تاكيخ شدوي وجيتش كيف تدخل بيش شو بعد كلش مدت يتشوش بيش عمدي وبشي وزن دادت بالهار صونا قوش الخير مدر بيش وزن إذا أقل هوني بيت هولشنا بس كيف هاي تشدو كيف Het gemoed hokkelbergel dit oli. Ach ze hokkelbergel dit do ras hala she ach ne shayut no suni ach coach mata. Sen wani she yeshul qim do eis. حيق الدوش شيء حيق الدوش خيش بروبلم شي قصان قان لقيته كوتل بايو هو ويست كل هذا برداش دا واستر بو دا هونز بوت الجا اخ هو وجه نو كل يتيو اجرجر nach داخت بو شيء وبشي директор школы хвату шо маху шо твоединцин худу заслуг что он родился родственником арца айдел улляхолчун вот это бо инт ас эдукинт инт фагалдер залчу адек эдер инт согал советский союз трудово-резерв барбалил шворсо инт сучва ши лар вортха инт салек кек гандак дохс он эт люрт эводер со ю диастер повязка цатиро шворас Und das war am Zalai, ach jo, kaktelar Zalai leg diasters radio. Ach etchu ders etchu shizu dir shigas kezu dir. Zalai le etnerk ma ha otiti da uzers. Khay gelder zalchu abu binas khay etchu halwarwat. U el dawazinu ta ach cha yetchu tuchwarwat. Parents am khilah pieru ta akazat delwar. Ta dawazin ish dakh dabaz bin shay nakh dabaz boy akhsh sha yetch ash نيت أشي كيسن أخش دلوقتي شو هم الورق اللي شوي قيم دات الورق تانيخ بغابوش أش بوسا دي أشي قيم دات شو حبول خيروري شون شيء دويزل شو ده أخش خير ده رش تاتي قربوشي مس ديشيت بينش إيش إذا شيء نخت دابز بو أخش نشايوش وين اللي شايت اللي ده ربوشي خميس شيء دويزل قابو إيش يوش لو كيخش دي أشي دابز بينبو فلشو نو تاتي شيء دي شاد دي أشي تكتون وش بلغمت حماية كنش إيش تكورش دي الواش بيورش المالش دمارم قش دات مالش واش بات مالش просит для всех дагутим для всех они просят ченца дю халха дагути просят для всех а пользуются сами только вот и хабол ченца качут просят для всех но пользуются сами лицемерие хер я хер малш идин и малш моду посмотрите малш больше вот идин душу ты ма дат велисо Армат маршовало Vamos uçuron. Стрим даю шумятся. Барда чудо. Маршал. Парматух гуанер хазчи масар до спонсировать ваш
شي عشو uns بردش دعيولا شو ستريم مصر غوق ستانيستر دو قويدوتك وي جروبيوتك وديوي وي может куза люходу европейский ягю ер усовершенствован бусулдин ду молан шхилц ава чудерти ауэна лугечерти цац ую ца должность وانا ابقى عايز اديل وصل شوقي أطول صديق تيم يولج أرق قسم خيكوكش أيدتي هو خيغوق تخيرهونس حالة تسا وجه تيم ودعايا إشتوي قول يزا قنصوي وصل دي خاز تولتك современный 21 века وصل بدو دينك تعني نوقع دوشتك ويتا دين دعالها شوينة وجيترتي هتدولجنستك Armason čo dikki khaz examen shesh ish testesh san. Ish amba düçtek sanni dövüştet sadin. Rezus armat. Respect. تاج شو سوي هم أهل والرسم انت تستكن اتسن كلارش نقشي وي اك راتيت نو ات ايش نقشة ووك نقشي مخ لدر خاد بوي تسندل دوتس وزلاقي هوزن ورسون اك ان شاء الله ما شاء الله بو شتا كواردينا تكون كلاب شو دوتي غوسلو لتسمر بوش الا اللي حاجه سو نقشي ورسي مش مديته نقشي ما تبيته هي دين دوش واتساما دات نو وي يتم قالوك وين ارجن اك اتخامي دي هاكن هذا خامي دي وقت شو اول تليفون شو حاتو صاياتش استمع داش يوس تمر خانو جيرو خيتشينا بدان وين ول فرنسا اوتشي تروينا جيرو خيتساب ديال دا واست باس واش مفهوم يحيس ديال دو دوار واست يلا اي سا جيرو وات سوما دات يو ازو nog chic am eu aș coatina un sud ja es gibt telefon schon da ja telefon ha heute so darum squardi nu so jo اذا شامر لچت بوينو بوخش ايش وقت ليوكش مره لچت اهبلش بو حلقه وين خل قوزي نو بعرفش حاجه تق وكون تاع موت بعرفش واحد وش بعرفش بولتق اسبدلو حالتيش بيو دو يا يجو خراكتر وكون نو يحدى وتشتق اكت والش короче هر كريدت يتوارتن هيت وينشين وق دمش الله حل وينشين كريدت ياتير اي اهدات دل هر حل شي كريدت يات يوخ شي ستوب تا واشقي اخشا يات كريدت يات دوا نهر هيتي حبي نهر ناخي شا ملتشت بوين هر ازواج بوش يخبر شيوش يوني كريدت يتوقت وق هر كريدت سدل حل دل كريدت دلوا اشتناخ بوي يحتخيتش سويت اسي بوصل بالبو بركت تسديتن اخي شي بوصل شي باسبورت دوكيت جو ايش وقت لوكش يوني كريديت يتوين مدلتشي توي نابوك شناتر ناخ باتر نوخشي تبيح يا شوكش يولي شو يارم شو مره السيت احبير مدلتشي شنشر قوس مدلتشي بلا وقت شنش احشي بارح يوكشو تك احشي عدل باش كلا وانا ميتشونا مدلتشي مسكوا وانا قوس خانش اتشول ولي خيدر عليه هر ده خوزی یکش پیت یوچ احچه یتغیر چو دغیر چیاش بیاش کلیان ایش سا ایش دی بلخست بیاش شو یودن یل شو yarım شو و تر ادخل اه نورمال ابرز وانیوش داس نان شی بینی دولو دی استدی چواها دو گلات دیلچ دی شادی شی چون شو تا هم خیر دروی ابرز وانی یات دانان بال boş بات چوجی بیل دال و ایدو بیاش اكون ورستایت ونيت جيزني نيجاتو تخاتو دنيا تحليل اكتن ازورات وتزديس بيتش بوات بيس حديث وداج واخ ملا يا لا تن مشيخ حكا لا ديك تن يا مرتك كل تن لا تن باسبورت تدو ناخ ايغو بوصل بوخش يوم ايش اناخ بكره استغفر الله احوديت بوصل دين مدو از فيتران كريديت داق حرم مدات حقي قوات تحت بيت заново переродиться надо
Моей حنروش Kersnach kis без boja. Kersnach kis без boja. Busopče. Kredit yet vert bakar. Halo derler dadel keta kredit yet walu şuk yet ya. Busul bu şukar okay. Mix maduce. Keta veteran kredit adik yet. وقت حالیچی تویز متون adik neroشه نه بوسودن بوسودن مگوش دو بوسودن از حانل دو است عیخ نه حلوش کریستچونگر حداقنی از مکش دو قیت حتقیت تنادو حت حجم صابولی خل Yani yeter meres bani tedavi. هذا يسعى بسيخولوج وقال حكومة تحقل عيوي شو هم تديش بوسو بدينات او تحقي جوات بوسو بدينا مكشتك دوتر ليلوش قيتو تيش بيخ Yum şitreshiyat. Aktanır manı nokçul bala humados. Xitrit ويو. İşte yahtiyat yum stil dokar. اسمع ويت ابي اخي اشتات نوكشي بوبو اشتات تانا يبوسو كيفني لو يو تانا اسمع تانا نوكشي كل وقنا بوسو كل دش كريش تا هم قاس دش نوكشي خلا خلمدو وش مش بوسون قاتش مش بوسات اسمش اشو ليتميرش بو قاس ورسيوش يحتاج تاب اتقرب ترنش حوزن عطعش بلر با خيتو دالش بختابو نيليزلي والله كنت كنت ولا كنت فيتران عديتشن هو إيش مستخن حق بين أخذ مالدي تولد أسبعرك شو حاج وجت تشون يال تان شو حيال شو بيتشن قصون بيتا إيش تدا لق أول تعموه أو بنيولي قصون شن رينجينيك إنسان شن دكير دالشك اتجي اسراز اذا روتو نيخ سك خجوز تشير خجوز اتسو باش بالبال قدك ديتشي ميل دك يقطع اورسلوش ليلوش تلا يسك تخط انت ايرويق نشون اوخ تخيط ارت ايرويق نشون بوش لات كاك بوت تندا سونم تخا حلقين سك شي بيري خراكتر قيوم شبما بات عندي هنا مود هنا تاك حج حاجة حج لا تعشت نيتوز دي سال دك دوخ شوية أسق يا نزنا كقوم там на третьем небе живет. Но тахан حول قوي ويتا خلنا بوش حويت ولا سق سون يعني хочу говорить там что-то сказать سن ادم دوسو نو اتر زورم دعيول شلون از بعرك شو هالشيء شو حدالش لقوق تيتو ايش بعرف هاي قش ولا أتا سبضلو بيوقتا دوي بعرفش كي قحون بعرفش تقوش مدة نرمان و تقوات تون ويستخلر نرمان ميشردو دقردو يتولردو قش خلون يح حون تيمبول ترينر وشخيش حاط ترينر خلت عاشوخ بلوس بسيخولوج مو تاجت اتسجي كوغ كيبت انا ستين قلدك نيست داجة خوش سو خاون احوديت نو تخان пока اشتوق положение хочешь не хочешь انتريو هولوريوتيت ولا اشين اشتكوا انتريويات بيتش بوتر بوكسو تنتحدي واش بقى دات اشتي بيتش يوت شدويها ناخ ليلش بو نوخشي مبور الكو نوخشي بو نوخشي تبيخ يشبول نوخشي بو نوخشي تابول ناخن ديش دوتي بوش دوين بوصل بوشا اك نوخشي وشا ناتي تحول بوصل بو نوخشي هو يقع كزبيو ناتي تقول هو ميج اتعرفش ميجش دك ميجتان نوخشي عرفش ميجش دك تميج بوصل دكن عربي هم شوكيري تاندو شغل هوندا تارا هوك نوخشي شون عرفش دولم تاهم ميجش سخل هوندا تارا هوك تاوك ميجش لا توين خن أقمل دشتن تحيا أربو بوش أقمل دشتغل هاد عيود النوالش تاتان ليوش خلقيتو اشتا تلي الشي
وجه قش بدو تيرمش ليل واش ميكش بدش بيتبي شغلتان بوينت مقدو اتانم شين سوام دولش سالج اتقيش وات تور فايت بولش بات هم تقدير بلين وتر بويو حلان فيتران فايت حون وتر ويتحت أمتي جينا عربو تعرف حون يجنا همنش الدقوة بالناخس سوت عن باخون قز قارو ألو تسون إش دوزنات همنش انت إيتا ابا اتشور انت اتلقوا انا سي اربويا يملك اي هاز باخ بوتشرين انت تاجا شي دوش يملك شي متي خاين ورهونه سويت اتلش يعني كيتش كي بودير هونه وداش شوين باتل دو تادوي نت خايتن يقستان مسانا ذات تاشي شوغاوي نير نو اوجي تاروش داما اولي ادي تختا بيك قالك شي جديد ترى دا واس دوم نوخش ويل دو تا غجمش نوخش نا يحضرك دا بوستي مت سين غجمش تو هيت يعني نوخش تخي جاه يش يحكي درك نوخش شاش يتاير يتاير تون تابو تشال غج هون دا يت يحشي كيوستي اس يتر يتر هدي غجمش تو هيت يتر ويل هو غجمش تو هيت ومات اسبع سو قوزي والي يمش بالليل قوزي دعوه شي هون مات سون امبسم سيمح ان ارول ويسون امبا ومات كيوت شو ماتون ايش تتان هذا إتران هو بريستال دين مس بريستال دين تان مومنتي هون حول شي بوش قز أنا بخندات أروج بيرو عقوش سير بيتو شو برس تعموش بوش موالي حلوق قز حلوش سن غجيه چلا شو ليل ده سودلوش ليل بوش نحبو تان شينة تخيل بس انت إيتا سوبا حقوش بول نوخشي بي خزشين اس كوتسون خلش حبي انك تنك ودو دوتك ماش جي وقت ويس هون نوخشي تيجا هوش كيت هون نوخشي اكتبوا هم كده راح تيجا خاتشون ماش جي وان وجي نوخشي ليدو ماش جي قصن نوخشي ماش جي وان وزيش قصن نوخشي خيهم خلد مكشتات كي نوخشي هوش كيت شوي ويش هوش كيت شمك السؤال يا تليفون يا جينا عشتو شو تليفونم خور داتون حبي نجملو نو تا دي اسبريو ال هم ال اس غور دي احدل خميتش دل تا نوخشي هوش كيت ماجيك دو تكيوم خل مكشتات دي بايس انت ماجيك دات شو دات لك نوخشي سو كي هوش كيت متكوش دي سو دوكوي بس ماجيك هوش كيت تيجا سو ماجيك وان بخير داتون ال سو ماجيك وان ايدوخشي ماجيك هوش بيت مشبل لو نيري لك ماجيك هوش كيتش تيجا تا وزا بوحلو يخشك ماجيك على يخر بوش بلاخاتون هو بيرو يقيت شوات تكسون إيماجك تيوش إبواق تيوش سونت ماجي وان إتات لتي ميريت ياش إبولتات ياش تيرد سون إتيوش سون نوخشي هوش كيت متي وتيجي وروك سو ماجي هوش يوغا با فيتران هم هونس ميم تقاتش او قيوروبي قجا ردوات ستلت عش بش بو تخووش قيت فوتبولوش ماجدي ات بيلخر باتنتا لعبوش قيتو Что дружно аж бер. Все было, такая политика. Вай, хилло, ичкери, массу, вок, жимек, сюрин, стадионы, ложакеч, футбол, лож. Лилш, дагардыч, лилш, беша, резко обрубиться, дыха где-то в 2008, 2009, 2010 году, и все, чах, таракарсың, ухылатия. نبو شار شابو سلبو أخ نوخشو بوخشلشة أخ كنش دماجي هوش ديت يزردو نوخشي وشة أولشلشة نوخشي هوش كيتشي ديت بل يزربر ات مركانش دي كودو خان سنة سؤال غيرت كودو خان تعسيرنو تديك دول شتعلرت إموتة تخوشي التوچكن شرق стадион шкоз почти горы оняю он ля регби гандбол меллек ду футбол и футбол лош свал бак беш даже хабох что время и лишь это мы не замечали, мы обманулись, дуется резко с этого контраст поменялся. Кузаца парга туэл чересчур парга туи на хум керчур дадева и потом это пошло хат хет
Кирьячо, расскажешь, естественно. Они задумали. И Bak, все, футбол, да, и литха. Междуги уже все. Хотя, биш тахир дейли козырдык. Gerçi bu sul bul bir kıyma da sah. Tani kıyman bala bas o mer şu bak o ni su İtek sah ami gir doşu. Şimdi mecdi yok şunu da bu sul din sah doştu. Keç keper bu sul din da. Din sah do hokir. Yetiyor. İmuandaş sah bu. Ver bak boş iş mi bu diyor. أنا İla سابودي فيتران تخمدات قص حداش كان ماجدك اتسجي دوا دو نخشي دو بوسو دو ال تشيستا تسجي تخيس خدني موه إفشو قورجي قدالش خوش مدات زي بارما تيوك والله bak. دين ليلوش هو تجي yaptı. اشتقش Bu تبوش sul kıylar. Bu sul kıylar diyor işte. Bu sul tek şey park sah amik şu. Merşuan segat da yaş da o merşuan bu sul din. O şey interes ya. Bu sul din o merşuan yok ya ya sen yaş ya. Sana normal du bah bu sul din noch чуть вахдош du. Но кам мерш мадати мах мерш ба. Но bu sul dinen это устраивает. Так микш du bu sul nach da mикш du magic шнан долм дош. Цацахт шу magic шу. Но نقطي ولا دوي هيقوم بلا بوش مخ بلا بوش ولا und نتكيات und es busul nach هاي يحدي بك und يشتك nach واتا رمضان البوسل مبو بات هاي لا مزمار هذا ماجيك شتين اش بيش تتن احتاج بوسل دينا دوكو احتاج اش بوك نو نقطش تار هودي اش لهوتيش نقطش دوي ماجيك نقطش تشن نتكيات بوسل nach فرق على Только eu maior nog check amma dit merk yo mayit يومش مديت اختار سار اشخرت الايمديت hala مش ليش hala صوت راضي لا عمت كوكي صوبنا no noch nicht und etwa hast du شو noch شي ملو وات يا не подходит просто он стахан хайох шо юх элца эйца қошо аз йоқсрок маят спадуал шо даже идиндол бейр штуй они даже уже не Азам тамаэл хунц маду винул 300 тысяч вицуи шуа цара дэн 42 тысячи бежи ой коргир доуш дать 300 лет хадаш ой истребляташ хунц ацек ададич эсунч таган кыза мою хил мою представь день ой за хамелеон сан таган доул динц хавиени хунц дикту يغاس دعوة حويتي اشتن كوك بغي ويتعيش سن صورتك سان كرتش دلشتك كيتو هاي ورداش او بوصل دي داش اخيتي شو انا ميسي بخدا واردا Sunde busul dinen ve çuah periji vat da üş dat bat. Busul din çuah doşlu. Busul dinen ve tegas da üş. закон ветеран ветеран Zato merş değil diyor. Гурдат спанкийски ушели даже енел междик дат از حول Европе حداتك игур крутой междик штукдаш заходи молись Busul din duk ve zakon çuah din du magic şdu ma du. Busul dinen segat da üş dat. Segat da diye işte kudu ikam yok halt yahdu vat. Etun segat ya. Dinnem doşdu. ماجيك شدو ميادل دين شو أحسن مدات سأدمن شو وحده يقدم مو أشدو تند حماجدك شو عيبا أختو تشو عيوخ يو مال ويوخ إشت عيبا أختا دالش نيليز ميزدش خزايو والش وات حوصن أرمي بيوخش بات تشو أوقو بدا بويس مجو عاخت أو شي تشربنشي Дестанж даже диктахл череза боч. Вахош нахлч берен естественно алейер якубоху багдон бохшлат. Это играет. عجلني كهيتش بلار فوق كهيتش بلار وشيتش بحسب بالله إبراهيم إفر ويل لسن يسلش توخو إكتوول ها إكتوول تشوف
من الهموم والغم والوباء والبلاء خدي القوم مجدي ودنيا العالم يحكر ذاقي على شر إبليس توبا دحل عذاب يورق إن شاء الله ما بقلش خلق نحكي قوم ونخي بوخش Яқи лицемер Юконуш. Что даже Аллах даже признат, вот царь, лицемеры. Сила. Там Дуду Шейт, бес попутал. Я виноват, признаю свою ошибку. Цаэла. Шейтан был буква. Все дику, все просто шейт, но голова. Можно я продолжу тему с бородой? Да, чисто. Вот насчет этой идеализации России. Вот в предыдущем эфире мы или я не помню, короче, там еще кто-то был, кто это обсуждал, вот, и была такая гипотеза, что Россия намеренно ввозила игиловскую литературу, она печаталась в российских изданиях. Это не гипотеза, это факт. Это не гипотеза, это факт, потому что мы по сегодняшний день религию ислам изучаем на русском языке, Карл. Так, я дальше продолжу. Книги выпускаются в российских городах. Вот. Дальше это все вывозится, это все навязывается также и избранным президентом, и всем, кто участвует в... Ну, это была, по сути, Отечественная война, когда чеченцы защищали свою родину. Вот. И потом Россия как бы начала играть роль борца на международном уровне с терроризмом. Вот. Сначала она ввела в тени это все, а официально она объявила себя борцом с терроризмом. Вот. И дальше они запрещали отращивать бороды, хватали людей за бороду вообще на лице, даже если она короткая, эта борода. Вот. Это то, что я помню там. Если штаны приподнятые, тоже там могли схватить и увезти. Да, Вот. она иногда имитировала, что хватает за бороду, если нужно было их агентов отправить в Европу. То есть вот это было все как бы в рамках борьбы с терроризмом у них. Вот то, что... В этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом. И так вот, и примерно в этот промежуток времени они вот эти вот инструменты оккупационные, чеченоговорящие инструменты, у них не было бороды, они выглядели как бы светские, носили костюмы, галстуки, пиджаки. Вот, у них была другая форма. Это было, по-моему, в первом десятке 2000-х.
Вот, а дальше все потихоньку начало меняться. И вот то, что вы клипы показываете, вот эти вот, по несколько штук, которые клепались, постепенно все, возможно, я не знаю, может, это звучит как какое-то сумасшествие, вдруг это была часть какой-то подготовки, не знаю. Вот, и я просто сейчас поискала в интернете фотографии Кадырова. Я хотела просто посмотреть таймлайн. Вот, и получается, что у него эта борода, она отращивается постепенно, медленно. Вот, то есть это не сразу произошло. И там фотография 2013 года, где у него борода такая, ну, не слишком отросшая, не выпуклая, а такая средняя, на уровне щетины. А потом уже идет 2017 год, где она как у Ивана Грозного в фильме «Меняем профессию». Вот, и вместе с ним также вот эти другие инструменты одновременно отращивали бороды, они там создали себе форму. Вот, то есть как бы получается, что они сначала играли роль борцов с терроризмом, ну, в скобках ислам, там ваххабизм. А потом они постепенно начали вот эту идеологию, игилизацию вводить, да, или дальше исправьте меня, пожалуйста. Вот как это дальше происходило, по-вашему? Вот я говорю сейчас уже то, что происходит после 2015 года. Самый лучший вуз. Я работал с опытным профессором. Я кандидат экономических наук. Мою работу было написано, закончил самый лучший вузы. Я работал с опытным профессором. Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него 3 класса образования. А он 10 за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей. Я почему это все спрашиваю? Я просто ведь я хотела сделать видео на эту тему. Там цепочку надо правильно вот это выстроить. Еще раз можно подкорректировать, в чем был вопрос? По какие годы, как был поставлен вопрос? Он был поставлен очень коряво, потому что я сама не понимаю, как именно мне что хочется спросить. А я просто хочу узнать ваше мнение на этот счет. Возможно, что-то вы корректируете, что-то вы добавите. Просто изначально вот эта тема сепаратизма, она не работала. И нас не удавалось, как бы русским не удавалось оправдаться там перед всем миром и так далее. И им всегда показывали именно на вот это место. Вот с чеченцами вам нужно будет решить каким-то образом ситуацию. И им мешало вот это, что мы там за свою свободу, за независимость, за государственность боремся. Извините, что перебиваю. Я скинула в чат иллюстрацию, которую я нарисовала. Вот посмотрите и оцените. Да, в первую русско-чеченскую войну поэтому не смогли, не получилось, не прокатило. Но уже в первую русско-чеченскую уже закладывался этот фундамент, потому что Ельцин ездил и рассказывал, что эти бандиты с черными повязками там туда-сюда. Тогда черных повязок еще не было, были зеленые повязки, но уже по заказу Ельцина и черные были на подходе. В каком году это было? У Закаева была черная повязка. А? В каком году это было, то, что он так говорил? Ельцин, по-моему, 95-й или 6-й год. Надо это видео, у меня где-то должно быть. Там он рассказывает черные повязки. 96-й год встречи с Клинтоном.
Да. Ну, это есть записано и у Хасана Бакаева. Я могу он в книге полностью сфотографировать цитату, как дословно, да, как он это говорил. Там. То есть они пробрасывали вот эту тему уже тогда, потому что вообще тему Нужно исламского было, вот чтобы этого. чеченцы носили черные повязки с этими надписями, как у ИГИЛ. Вот. Сначала они как бы это озвучивали, пугали, а потом уже вводили. Да. Потом Невзоров показывал у себя вот в этом фильме «Чистилище» всяких африканцев, которых в жизни в Чеченской Республике на тот момент еще не было. Там всякую вот эту вот интернационал непонятно. То есть это уже как бы такой есть пример, да, не совсем корректно для высказывания. Короче, где-то в Шали, что ли, на базаре, в общественном месте кто-то крикнул, прокричал, что жена вот этого человека, ну, она как бы, не целомудренно там себя ведет. А тот засмеялся и говорит, у меня нет жены. А этот, который прокричал, он говорит, а ты потом докажи всему миру. То есть рано или поздно он женится, и этот слушок за ним останется. Вот типа того, да, там, Невзоров прокукарекал про каких-то африканцев там и так далее. То есть, а потом африканцев уже аккуратно туда подтянули. Да, это И как это бы сначала озвучивают ложь, потом она материализуется. Да, вот такой вот это механизм, скажем так. Поэтому вот они это пробрасывали, уже заложили фундамент этому. И потом уже полностью вот эта литература пошла после первой русско-чеченской. Вот эти муллы пошли. Я не знаю, с кем они конкретно связаны были. Я такой мулла из Гелдеген, потом Мухаммад Бош из Аргуна, он, по-моему, был. Потом там еще, короче, ряд вот этих вот маленьких ваххабистов. Извините, а вот Таких. дальше литература пошла после 97 года, да? Это происходило дальше. Вот это Литература уже в 6-7 начала поступать. Сразу же. в 96-7. Да. Ну, полностью. Литературой заполонили, потом вот эти мулы пошли. Вот с кем, как они были связаны, это тоже цепочка их. Где они учились, там, как, что. И вот этот вот самую важную роль сыграл в этом Милуис. Фатхи. Иорданский якобы чеченец. Вот этой папахой на голове, который с Фатхи. бородой там. Да. Просто Фатхи его звали. Я просто сейчас загуглить хочу. Сейчас его включат. Загуглит Фатхи. сейчас. Попросим его. Халиф, Фатхи, Фатхи. включи. Шейх Али Фатхи Аш-Шишани, наверное. Да. Всё, я вижу его. А он когда появился? Он еще раньше появился. Он, по-моему, в 92-м году появился. Ну, уже тогда это как бы потихоньку продвигалось, но тогда это было только на стадии, я не знаю, как это правильно, зачатия или формирования, вот такое что-то. Параллельно вот это 92-го. русские создали партию исламского возрождения, которую там возглавлял друг Дугина,
Джамаль Гайдар. Так, тут можно помедленнее сейчас? Я просто это все записывала. Партия, как еще раз? Партия Исламского Возрождения. После распада СССР в России была Партия создана. Исламского Возрождения. И соучастник был Дугин или автор? Короче, Российские спецслужбы. Дугин и Джамаль Гайдар. Джамаль Гайдар — это мусульманин, а Дугин — это христианин. Но они вместе работали. Джамаль Гайдар — это тот, у которого интервью вставляют, как будто Да, он да, герой. да. Это тот самый, который еще погиб? Да, Джамаль не погиб, а умер. Джамаль, погиб его сын. Джамаль Гайдар представлял, работал на исламском участке, а Дугин на христианском. Но как бы в этих идеологиях за кулисах они участвовали оба. Ну, Дугин прям он гений в этом вопросе. А сейчас Ну, я не думаю, что он гений, просто он, насколько он там что-то разрабатывал, я тоже не думаю, что он там, у них мозг там 100% за кулисье у них. А Дугин просто курсантов собирал там, и им как бы, ну, рекрутировал их, что ли, давал вот это вот установку там. Короче, обучал, как надо, вот как это все функционировало, там, пояснял курсантам. Так, В партия Чечне Исламского Жамбулат Сулейманов и Шмастига там тоже там участвовали. Так, партия Исламского Возрождения появилась в каком году? Удугов. Сейчас погуглю. Мне это все нужно разобрать в деталях. Я думаю, что это прям ключевая тема во всем этом деле. Спецагент. Удугов Астига, как раз в Чечне там, Удугов, Жамбулат Сулейманов. Эти же фамилии тоже там у нас в Чечне там. Отказались от Партию этого. создавали они, но чуть позже, да, видишь? Да, не было нужды в Да, войне. это я по порядку хочу это все записать. Сначала С 90-го появилась... года здесь в этом Википедии Исламская партия Возрождения, первая политическая организация мусульман России, существовавшая в 1990-94 годах. Учредительный съезд прошел в Астрахани, собрав около 250 делегатов и сотни гостей. Лидером был избран Ахмад Кади Ахтаев. Вот интересно, что это за пассажир Ахмад Кади. Видите, мы даже не мониторим вот эти вещи. Как это все... Это на самом деле очень важно. Когда это Ахмад нужно Кади мониторить. Ахтаев, 42 года, Дагестанская ССР. Дагестанская партия. Я сейчас тоже это все дело в Википедии найду. Первая, так, партия С Исламского Украины Возрождения. там еще были представители. С Украины? Ну, представители тоже присутствовали там. Возможно, эти крымчане, возможно. Так. С 90-го по... Берет на свою историю с 73-го года, тут написано. Но официально была... С 93-го года они, значит, работали. Это Таджикистана. Мне нужна Россия. Да, это уже те, кто по Таджикистану, по ним работал. Ну, там 100% у них это начальство одно. И там, и там. Всем доброй ночи. Извиняюсь, что вклиниваюсь в разговор. Я хотел такой момент уточнить. У нас в Кабарде в начале 90-х можно было над мулами шутить. Анекдоты даже были. И в театрах ставили сцены, где мула
выставлялся в таком уничижительном свете, ну, шуточный, и все смеялись, народ более такой светский был. Ну, а сейчас даже сложно представить такое у нас. Это невозможно. В Чечне то же самое. Машвал, Ислам, приходи свободным. Абсолютно то же самое. Абсолютно. Что хуже? Ну, в Ой, России закон же по этому поводу, как оскорбление чувств верующих. Да, чувств верующего запрещено оскорблять чувства верующих. До 5 У лет нас там, этих, по-моему, статья, да? у нас вообще этих мул считали посмешищем. Не просто даже их критиковали, анекдоты про них. То есть У нас вот про них говорили на нашем языке молу энардей, молу диармандий, что переводится следуй проповедям мулы, но и не следуй его деяниям. Вот такая как бы присказка. да, Клянусь, у нас то же самое было. Это как... да. У нас то же самое, клянусь, вот я сейчас вспомнил, мулы, ну, они сами не произносили, но народ говорил так, типа, мула сказал, делайте, что я говорю, но не делайте, что я сам делаю. Да, точно так же. Это, наверное, пошло как бы и оттуда. Общие корни этой истории, наверное, имеет. Вообще, мула, когда пил спиртное, оно, когда к нему попадало в желудок, превращалось в молоко, в отличие от простых рядовых. Это все происходило, наверное, до 90-х, да, вот, такое. Честно скажу, я не знаю, кто как относится именно к исламу, но мне лично очень горько осознавать, что в моей родной республике, в Кабарде, идет исламизация, потому что я человек светских взглядов. И Да, я чувствую, что это эта исламизация идеализация. приводит нас вниз, потому что у нас молодые парни и девушки не видят стимула развиваться. Они говорят, а зачем нам, если мы так и так умрем? Вот этот, какая-то вот каша у них в голове. Меня это пугает. Вместо того, чтобы учиться, развиваться, давать этому миру что-то полезное, пропагандировать свою нацию, не побоюсь этого слова. Вместо этого они смешиваются в кучу. Ну, наверное, неправильно это будет говорить, но если, допустим, какой-нибудь иностранец приедет в город Нальчик и увидит покрытых и с бородами, он не сразу поймет, что это кабардинцы. Скажет, наверное, у вас арабские туристы. Понимаете мою мысль? Да, конечно, понимаем, это как бы постепенно этнос, он как бы размывается, нация таким образом, она размывается, во всем этом смешивается, исчезает Да. ее идентичность. К сожалению. Ну, я надеюсь, все-таки думающая часть молодежи послужит катализатором к тому, чтобы повернуть историю чуть-чуть по-другому, потому что с такими темпами мы придем к тому, что арабизируемся. Раньше как у нас было? Вот мы сами себя называем адыга. Вот любого спроси, был он соблюдающим или не был. Кто ты по нации? Он отвечал, сэс адыга. То есть я адыг. Вот сейчас, допустим, соблюдающих спрашиваешь, кто ты по нации, они начинают хадис приводить про нацию, что я не буду приводить этот хадис, потому что он чуть-чуть некорректный, ну, некрасивый. Он некрасиво звучит. Мне даже стыдно это говорить. Даже по-арабски это нормально. Для арабов это нормально. Да, и он говорит, я в первую очередь там мусульманин, нация ни при чем, там третье, десятое. И вот меня эта тенденция, честно скажу, пугает. Я такого взгляда, ребят, если вы исповедуете, пожалуйста, исповедуйте, не навязывайте нам свое. Ну,
у нас, честно скажу, вот эта исламизация республики привела к тому, что у нас просто общество раздроблено. Мы раньше были единым обществом, а сейчас нет. Если что-то происходит, спрашивают, а он соблюдающий? Если соблюдающий, за него впрягутся. Если не соблюдающий, значит, это мусор, это грязь. Понимаете? Я не знаю, может, в Чечне точно так же. Это да, То- происходит то же Посланник Аллаха, самое. алейхиссалату Да. вассалям, сказал, Это везде посланник Аллаха, происходит, алейхиссалату на вассалям, сказал, Кавказе. если вы услышите, что кто-то гордится Подожди, своим подожди, происхождением, тот, кто подожди, гордится своим Аллах, национализмом, своей нацией, Аллах. Я хочу еще добавить, вот, Добрый. может быть, Один Ибрагим и один другие момент. это... Да. Знаешь, один момент. Просто я у ислама хотел спросить, им не построили там случайно 1500 мечетей, как нас? Я, Ибрагим, отвечу так, что раньше, допустим, в 90-х был такой министр МВД у нас, как же его фамилия забыл. Он моего отца уволил. Мой отец бывший гаишник. Вот эти детали лучше не рассказывайте, компрометирующие, которые вашу личность могут раскрыть. Все, я понял. Осторожно с этим. В общем, он запрещал эти мечети строить, признавал их там всякими незаконными. Но сейчас, допустим, препятствий нет для того, чтобы построить мечеть. Вообще никаких препятствий. Хоть строй, хоть не строй. Вот нам, например, Хиджабы, Чеченская пожалуйста, республика, одевай. Бороду хоть до пупка отращивай. Никаких препятствий нет. И у меня складывается впечатление, что это просто на тормоза спустили. Типа, ребят, делайте, что хотите, а потом в один момент мы вас всех типа уберем. Вот у меня такое ощущение. Мы вот говорим о том, что это специально делается, и вот тут прям реально в открытых источниках создавалась партия исламского возрождения. Официально. Россия Это поняла что это выгодно, если на Кавказе будет все арабизированы, то для России это хорошо. Потому что мусульманин, он всегда раком стоит там и просит, как раб, там помоги, Аллах, помоги. Они не опасны. Они опасны между собой. А для России оно не опасно. Они там, если один солдат станет, там будете стоять здесь, стойте смирно, они все будут стоять, как рабы. Вот им это выгодно. Россия поняла, что это ваххабизм, вот это выгодно для России. Вот тоже интересный факт. Оказывается, партия на момент создания, в ней насчитывалось 10 тысяч человек, членов из всех республик тогдашнего СССР. А в связи с распадом СССР республиканские структуры партии сделались самостоятельными, якобы. То есть якобы как бы в какие-то национальные республики разошлись. Смотрите, вот это же официально происходит в открытых источниках, это все написано. И вот то, что вы сказали, я надеюсь, это ваше не настоящее имя с фамилией. Просто вот будьте осторожны, потому что тут есть какие-то охотники, которые собирают данные людей и отправляют их в вот эти доносы. Вот поэтому уберите там все, что вас компрометирует. Я ничего вроде лишнего не говорю. Это мой рабочий аккаунт. Да, даже Я просто за работаю участие, юристом. Я именно по просто за такой участие стезе могут вас пошел. привлечь. Просто за то, что вы сюда зашли и что-то говорите, вас могут привлечь. Ну, я поменяю тогда сейчас. Да, лучше быстренько все это сделать, уберите все. Хорошо. Вот я хотела добавить к тому, что вы сказали, к надежде о том, что, возможно, оно все как бы само станет получше. Я не думаю, что это станет получше, если это сама Россия все развивает, если она это
насаждает. Если это искусственным образом все выносится, то как бы пока вот эта страна существует, пока ей это нужно, это не исчезнет само собой. И они же специально, как это сказать, уничтожают образование, вот, чтобы люди не умели думать аналитически, чтобы у них не было знаний, и вот и таким образом они начинают стремиться к каким-то вот таким верованиям, углубляться в религии, там, в какие-то оккультные верования, в эзотерику, вот. И так становится легче управлять людьми. Ну вот именно Скажем, чтобы они ислам это что-то всегда жили в политическое. 7 веке, чтобы с этого 7 века, чтобы они не уходили. Для этого России это выгодно, что в Да, Кавказ будет находиться в 7 веке. и Вот. именно насаждение идеализации для нее выгодно очень в политическом плане и на международном уровне. Когда она позиционировала себя с борцом с терроризмом, но сейчас у нее как-то проблема с этим статусом в связи с тем, что она бомбит Украину. Но я думаю, что все-таки с ней все еще считаются в этом плане. И вот, и пока вот эта империя, она не разрушится, или пока ей самой это станет не нужно, вот это все дело не исчезнет, так как они специально сами это делают. А какой-то эффективной силы, которая э, этому можно было бы противопоставить, нет. Вот. И снаружи тоже это невозможно как-то исправить, с этим работать, так как нет доступа к населению, которое есть у самой России. Она все контролирует там. Да, система позволяет все это, там, поощряет вот эту арабизацию. Вот в чем проблема. Но если Россия завтра что-то произойдет, там придет там нормальное там это общество во главе там это республики, там, который там отношения не имеет вот этот так скажем, светское общество. Там это диктатуры вот это ислама не будет в стране, там, в республике. Оно само по себе там развалится, там уйдет, там это. Сегодня в Чечне это поощряет это власть. Власть принудительно это там поощряет. Вот когда Вводит. это власти не будет, там у них это все там это, они опору чувствуют власти, как халифат, знаешь, вот. У ихний там этот рука у власти находится. Поэтому они там сегодня смелые с нами, со всеми там этот. Когда там не будет вот этого, они Когда как не крысы будет там России, разбегут. когда не будет России, там, когда она капитулируется, забрав все свои манатки оттуда, вот тогда это все со временем рассосется, но это будет болезненно. Потому что они уже очень сильно навредили и повлияли на людей. Так вот, Ладно, у нас-то там это, там в Чечне это специально там этот, скажем, государственно там этот система продвигает там. Но у вас-то там это в Кабарде государственные вот это служащие, они же не продвигает вот это, а там народ сами там это государство же не поощряет там. У нас на Мечети же республиканском не уровне строят вам по 1500 там это
Я объясню. У нас Вам именно... вам не напрягает там, что вы утром на утренний намаз, вы обязаны в мечеть приходить, там, если вы не придете, вас все равно потом доложат, что вы не пришли, там, у них свои работники там. Вот эта система, я надеюсь, у вас нету. Я объясню именно ситуацию в республике. У нас в республике такого нету по нескольким причинам. Вот, допустим, Чечня, она мононациональная. У нас она многонациональная. Ну вот мы, кабардинцы, первое место, второе место русские по численности, третье балкарцы. И, соответственно, нельзя такую политику проводить, первыми начнут возмущаться русские. Ну, типа, с какого перепуга вы заставляете нас, потому что в городе их много живет. Но это наши коренные, они не приезжие. Они уже несколько поколений живут, такие же, как и мы практически по характеру. Только национальность чуть-чуть другая. Но у нас чуть-чуть другое происходит. Раньше, если молодой человек на утренний намаз ходил в мечеть, он ставился на профилактику. И могли его забрать, спросить. Ну, типа, если он с утра идет, значит, он слишком уж религиозный. А сейчас толпами Когда идут, раньше? Это допустим. когда? Но это До где-то войны в Украине. до 2005 года, до 2005 года, если Так. Это молодой очень человек интересный там... момент. Да, все, кто шел именно утренний намаз, молодые люди 35-40 лет до этого возраста, их могли забрать или негласно поставить на профучет, следить за ними. В случае чего делать на них результат. Ну, было такое. Все это знают, просто молчат многие. Сейчас чуть-чуть ситуация другая в республике. Государство и республика, ну, власти, ничего такое не продвигает и не пропагандируется. Но тот массив рьяных мусульман, которые вот прям очень сильно соблюдают, они своими разговорами, влияниями делают так, что мы белые люди, а вот вы не соблюдающие, это, ну, недолюди. И таким образом некоторая часть молодежи, как за моду, как за компанию, начинает соблюдать. Типа, в случае там чего мы будем искать защиты у вас. Надеюсь, понимаете, о чем я. Некоторая часть молодежи, которая не хочет этим заниматься, уехала с республики. Некоторые просто не обращают на это внимания. Но, слава богу, вот так, чтобы насильно заставляли, почему ты не ходишь, почему ты не молишься, такого нет. Вот у нас такого нет. Каждый год по сотне мечети там же не строят, я надеюсь. Нет, по сотне мечети не строят. Строят обычные мечети, молельные дома. Ну и когда, допустим, едешь по трассе, знак висит, типа можешь здесь помолиться. Ну, такие маленькие помещения, Это небольшие. у нас считается там каждым туалете, это все там должно быть. Там это мечеть, это другое, там молельный, это другое там. Нет, такого нет. Слава богу, такого нет. Ну, в В Чечне Чечне такой маленькой республике, там 1500 мечеть, еще какие А они зачем вам мечети, столько? такие здоровые, там Россия строит их. там населения не Ну, хватает, поэтому- чтобы туда загнать. Для чего их строят? Вот в чем мы дело. обсуждаем то, что происходит, вот почему это Я все вам скажу, делается. в 91 году, когда Союз развалился, действующих мечетей у нас практически не было. А те, которые были, вот советская власть, допустим, в клубы превращала, в зернохранилища превращала. Вот, допустим, в моем родном селе сделали зернохранилище из бывшей мечети. Вот как только 90-е прошли, министр МВД, который был, он не разрешал строить мечети под всякими предлогами. Сейчас строй «не хочу» называется. Если собрать мечети, молельные дома,
Вот все вот эти места, где можно именно молиться, ну, от силы, наверное, 150 наберется, но не 1500. Так, подождите, это Военный все контролировал это МВД, да? на дорогах везде бывает там. Это не мечети там. Мечети бывают, которые люди со села, там каждый в селе по 2, по 3 мечети строят. А молельни там где-то человек в где дороге. есть мула, Ну, вот в где моем есть селе мула, И там сразу, где в две есть каждой мечети. мула, мечети там этот мулла сидит, там это ФСБшный, там и всех контролирует, кто пришел, кто не пришел там. Там это такое, у вас же этого нету. А то, что молельный, вот этот Исповедь курятник, принимает. то, что там по дороге строят, это не мечети там это. Мечети там этот, конкретно мечети там. Поезжайте в Нет, Чечню, там это, вы такого нету. увидите, что такое мечети. И Нет, такого нету. Свобода, всех мало. Это как исповедь принимающий, да, там сидит уже офицер, мулла в погонах. Интересно, вопрос. Кто сейчас в руководстве в Кабарде? Глава республики? Да. Да. Казбек Коков, он сын бывшего президента Валерия Кокова. потомственный, да, получается? Интересно, что нигде, ни в Украине про него не говорят, нигде в У нас мире. очень интересная Абсолютно, ситуация даже была. понятия, даже нет, я извиняюсь, даже нет понятия, кто там в Кабарде представляет Кабарду, кто является руководителем вообще. У Сейчас нас даже очень... вот это имя его названо, через 5 минут забудется и больше не вспомнится. Пока тема не убежала, Нет, можно я спрошу? хотя он наследственный получается, по наследству получил. Я скажу так, вот после развала Союза действительно честные выборы прошли, и Валерий Коков выиграл. Ну, нормальный мужик был. Он не допустил бардака в республике. Даже рэкета у нас как такового в республике не было, когда по всей России бушевал беспредел. Но он удержал республику. Ну, все вспоминают его с теплотой. После него Арсен Коков стал, ну, миллиардер, он бизнесмен. Потом другой Коков стал, я его имя даже забыл. А потом сын первого Кокова. То есть у нас с момента развала Союза 3 Коковых было. Коков, это Тема от имени убегает. Кока или как? Коков. Мне нужно спросить, вот возвращаясь к мечетям, постройку мечетей, на постройку мечети разрешение давал МВД, да, министр МВД, вы сказали. Кто это контролирует? Ну, вот юридически, конечно, министр МВД не может не дать разрешение. Это всем понятно. Но он делал препоны для того, чтобы помешать строительству мечети, потому что у нас шла радикализация. Я объясню, в чем это выражалось. Когда в Чечне была война, многие беженцы у нас именно жили в санаториях. Многие, кстати, остались у нас в республике. И с этими беженцами некоторая часть радикализированная и у нас была. И они начали именно пропагандировать среди молодежи. И он понимал, типа вот с Чечни этот очаг может и на нас перекинуться. Он, наверное, такими категориями мыслил. Он делал препоны для того, чтобы не строили мечеть. Интересно Ну, я получается. все-таки думаю, что изначально, да, вот в соседних с Чеченской республикой регионах вот это начало распространяться чисто как побочное явление. То есть там вся нацеленность была на чеченцев, а вот то, что уже в соседних республиках происходило, это как бы, ну,
как, повторюсь, побочное явление. Вышло из контроля, вы хотите сказать? Да, как бы это Ну вот, допустим, 2005 год отражалось. возьмем. Да, вот 2005 год, 13 октября. Ну, это такой день у нас не самый приятный в республике был, особенно для нальчика. Чуть ли не на 15-20 силовых объектов напали террористы настоящие, прикрываясь там своей религией, там, исламом. Так они в лесу сделали заседание перед тем, как напасть на город. И там полный интернационал был. Вот именно ИГИЛ, после этого. флаг на фоне, да. А тогда не было даже этого ИГИЛа. Вообще в проекте не было. Это не оговорка, именно в проекте не было. Да, как вот этого парня звали, который гвардейец возглавлял вот эту джамаат? Анзор Астемиров Да. звал. Да, его Анзор Астемиров именно звали. Еще этот ингуш какой-то был, фамилию Горчханов, по-моему. Или Герчханов. Я точную фамилию не помню. Но факт в том, что они радикализировали молодежь, обманули их, пообещали, я не знаю, что им. И вот такую силовую акцию они нам устроили. И после этого, честно скажу, конкретно гайки закрутили, что когда вот эта сирийская тема началась, вот пассионарная часть молодежи, активная, радикализированная, уехала туда. И у нас затишье прямо в республике произошло. А потом, как по щелчку пальцев, все спустили на тормоза, сейчас никого не трогает. Я как сказал, хочешь отращивай там, я не знаю, бороду до пупка, хочешь там никап. Я это называю формой спецназа, этот никап. Одевай, никто тебя не тронет, никто тебе пальцем не укажет, никого на учет там не ставит. То есть им дали такую свободу, я думаю, это неспроста. Скорее всего, они разово уберут их всех, когда Смотрите, придет время. я просто это все записываю, потому что я хочу сделать видео. Вот, смотрите, вот этот момент, когда Ибрагим сказал, что, скорее всего, вот это распространилось побочно, изначально так не планировали. Я хотела добавить, вообще-то, если так посмотреть, это же входило в политику России как борца с терроризмом. Вот, и дальше вы сказали, Дагер, что вы там сказали дальше? Что вот они совершили теракт. Я что-то Я хотела надеюсь, еще в вашем добавить к видео наши этому. голоса как-то будут изменены. Нет, не из-за этого, а я хочу просто текст написать, сделать видеонарезки там. Вообще это не относится к трансляции. Тут я просто вопросы задаю, чтобы информироваться самой. Я Вот. понял. А так, смотрите, будьте внимательны, потому что тут сидят люди и могут записывать трансляцию. Это невозможно контролировать. Мы не можем это контролировать, потому что могут Да, они записать. могут записывать там, пытаться узнать, что это за личность, там, скидывать дальше куда-то, не знаю куда. Вот, что я хотела что-то спросить важное. Так. Я просто хочу подчеркнуть. Ага, звук какой-то слабый. Сейчас, одну секунду. Так лучше слышно? Слышно? Ну-ка. Слышно? Да. Очень хорошо слышно. Мгм. Так вот, судя по тому, что декларировал Закаев тут в Европе, да, ислам, Кавказское какое-то объединение, какая-то Горская республика, да, 2.0, короче, восстановленная как бы после разрушения, после развала России, как бы. У них вообще планы, как мне кажется, создать на Северном Кавказе такой вот исламский анклав. Если Россия развалится, то исламизировать максимально по возможности Северный Кавказ, продолжать там запускать свои шпионские программы, своих людей и дестабилизировать этот регион, а потом опять легализоваться перед другим миром и как бы начать бороться против терроризма на Северном Кавказе совместно со всем миром. Так что эта программа очень широкая. Может быть так.
Так что там планы у них настолько широкие, что Да, да, пока да, мы не да, начали эту все работу, правильно. пока мы не Все начали вот правильно. эту вот Сайтов работу, России. пока мы не начали эту работу, Закаев продвигал именно вот эту программу. Вот сейчас он перестал об этом говорить. Это тоже надо помнить. Это очень Совершенно верно. хорошее замечание. Просто, Все да, правильно, все правильно. изначально, Все в вот тему. смотрите, изначально вот это носило побочный характер, поэтому с ним пытались там бороться, ликвидировать это. Что это входило в политику России, так как Но она затем, позиционировала себя как борец. но затем это как бы уже полностью наоборот оставили для распространения этого, потому что вот как сейчас подметил спикер предыдущий, есть опасность, что в России будут происходить перемены, и вот этот именно исламский фактор, он очень удобный для подавления каких-то демократических там начинаний, да, там в наших соседних республиках, которые вполне могут что-то вменяемое, какое-то образование, скажем так, да, там республики свои попытаться со временем провозгласить или там взять курс на государственность, на независимость. И когда уже Россию будут, я не знаю, как бы ставить в строй, грубо говоря, вот тогда этот именно исламский фактор, он будет для них важным. То есть, чтобы вот этот Кавказ контролировать, они будут просить у Создавать Запада, что экстремистские группировки. да, просить у Запада, чтобы они как бы контролировали этот регион, ну, оставались как бы, чтобы он оставался под их вот этим вот колпаком, грубо говоря. Ибрагим, Сундевич. я и не перебила вас. Нет, просто любое вот это вот какое-то инакомыслие, любые начинания, какие вот в любой Кавказской республике, да, легче всего его подавить исламом, то есть исламизмом. Потому что народ, когда начнет говорить о каких-то самоопределении, о каких-то понятных вещах Демократии. всему миру, О да, о демократии понятных только миру заговорить. вещах, о какой-то свободе, о государственности, то это будет сложно потом как бы с этим бороться, потому что надо будет им рты затыкать каким-то образом. А когда сразу эту тему исламизмом задавливают, да, там, как ты можешь какое-то о государстве говорить, о тагуте, там, о каких-то демократиях, о неверном каком-то вот этом деле, когда тут у тебя есть исламское государство, халифат, имарат там, и так далее, вот эти термины, и вот так вот задавливается на корню вот эти вот все начинания. Знаете, я вам расскажу один маленький такой пример, извиняюсь. Вот, допустим, это чисто мои наблюдения. Вот раньше, до того, как общество у нас радикализировалось, только женщины более пожилого возраста или мужчины более пожилого возраста, они могли чуть-чуть бороду отпускать, платок там накрыть. А девушки повально, те, которые не замужем, вообще не носили платков. Те, которые выходили замуж, маленькую косынку носили, и любой мужчина понимал, она замужем, у нее муж есть, с ней шутить не будем, будем То же знакомиться с самое, тем, точно, те, кто, 11. допустим, без платка. А сейчас очень много, допустим, покрытых, и очень много тех, кто с бородами и тому подобное. Я же вначале говорил, у нас общество цельное было. Мы все говорили, да-да, адыга, то есть мы адыги. Сейчас у нас общество раздроблено. И даже к моему стыду заикнуться даже о каком-то намерении создать там, допустим, свое государство невозможно, потому что это нереально. Общество раздроблено. Как только такая возможность появится, вот эти религиозные сразу как бы сказали, нам нужен халифат, нам нужен там шариат, начнут говорить. И они полностью любую идею испоганят на корню.
пока тема не ушла совсем в другое русло. И я хотела сказать насчет того, что вот Ибрагим сказал про побочный эффект. Вот смотрите, вот я так думаю, ведь они же это вообще-то входило же ведь в их пропаганду о том, что вот исламизм, терроризм — это все опасно, оно будет распространяться, вот. И еще им нужно делать результаты. И, по-моему, это не наоборот, это было как бы частью всего этого плана, но именно сначала нацеленного на Чечению. Вот. Потом, помните, Я почему-то еще уверен, что взрывы, теракты. изначально... Мгм. Взрывы, теракты, и в Волгограде это было, там несколько раз это произошло, вот, и в Москве было, и в 10-х годах это было там, когда женщины в хиджабе заходили, взрывались. Вот тогда уже разговоры пошли, что это было организовано с спецслужбами. В народе разговоры ходили. Вот я думаю, что это было наоборот, это все Россией было Там организовано. не просто ФСБ это организовано, показывалось, в Волгограде показывалось это в видео, они не думали, что сзади едущая машина, мне кажется, видеорегистратор. По видеорегистратору видно было, что автобус или троллейбус это был, взорвали, когда выскакивают люди, которые садятся в УАЗик, и из УАЗика выскочили люди и представлялись как бы пострадавшимися. Они на расстоянии взорвали эту бомбу, которая была заложена в этот автобус. И потом они как под видом пострадавших, ну, спецслужбисты из УАЗика таблетки выскочили и уже бежали от автобуса как пострадавшие, как очевидцы. Ну, это очень важный момент. была сделана съемка, в машине оказалась следом ехавшая на машине на расстоянии где-то недалеко. Как раз видно было, Да, когда вот это взрыв, вот это буханка, взрыв видите? в Волгограде. Взрыв автобуса и вот эта буханка, которая рядом проезжала, из нее там выбежали. Спалились. Надо будет найти это видео. Если эти взрывы организовывались ФСБ, когда нужно было страсти накалить, что нас терроризируют, это они вот создавали это видимость, что там где-то террористы. Вот поэтому я говорю, что это, скорее всего, ну я же не могу утверждать точно, что это не было побочным эффектом, а наоборот, это все было организовано. Организовывалось ФСБ, это все делалось. А потом они вот эту тему, скорее всего, как бы обуздали. Ну, точнее, не обуздали, я не знаю, как это еще назвать, оседлали, что ли. И начали потом вот так вот медленно встраивать уже, вот, ну, как это сказать, не как борьба с терроризмом, а наоборот, это как что-то выгодное. Борьба Как-то с экстремизмом, там, назовите как хотите, там, это все, видимость создания работы, ну да, получение это я медалей, просто получение званий, что они какую-то работу ведут, выделяются на это большие деньги потом, на эти регионы. Ну, так же они планируют, если на Кавказе какое-то демократические движения начнутся, когда при развале, они же планируют наперед. К нам, например, но я имею в виду на Кавказе, что они планируют, там, я так предвижу, а когда нужно будет, в России будет тяжело, допустим, начнет разваливаться в центре же, отвлечь здесь, чтобы Кавказ не ушел никуда,
экстремистов этих уже, у них заготовлены, есть свои работники, которые там давно работают, получается. Они начнут устраивать подрывы, устраивать какие-то провоцирующие действия, чтобы не было никакой демократии. Нам, например, в Чечню завезли, когда вот происходило нападение в Израиле, вот это вот, палестинцев, к нам, у нас уже были построены, за 3-4 года уже стояли дома построенные, с кирпича, двухэтажные дома, заборы нормальные. Я случайно проезжал, ездил на похороны домой. Я за года 3 до этих событий, 2 года где-то, уже стояли дома. Я по дороге посадил местных 2 мужчин. Едем, и деревня, короче говоря, там асфальтированные, газофицированные дома стоят. И никого не видно на улицах, ни курей нету, ничего, ни животных никаких нету, ни деревьев даже нету. Я говорю, а что это такое? Я не понял, что это тут поселок такой, не безлюдный. Они мне говорят, это построили для переселенцев, где оползни произошли в республике, в горах у нас. Для них построено. Никого нету, никого живых, никого нету, людей. Ни на улицах, нигде ничего. А потом это выясняется туда, когда через 2 года, когда произошли события в Палестине, туда, оказывается, завезли 200 семей палестинцев. Руководство палестинцев, которые там устраивали эти теракты в Израиле, их завезли туда, их семьи привезли. И сразу им дают автономию в Чечне. Как бы культурную в начале автономии, это было за 2 года уже построены дома. Эти дома стояли, это как планирование идет. Я подвожу к тому, что как идет планирование у них. Да, Знаете, Для чего вперед. завезли их? Чтобы они выучили язык, получили паспорта чеченские, там, российскими, с печатями все это будет. Дальше использовать их как экстремистов. Знаете, вы натолкнули меня на одну очень интересную мысль. Вы сказали, в Чечне 1500 мечетей. У нас, допустим, нету столько мечетей. Но если провести определенную аналогию, у нас за последние 5-7 лет наблюдается просто бум строительства многоквартирных домов. И если взять все дома, которые построены и сданы, у нас нет столько людей, чтобы в них жить. Вот эти количество домов, количество квартир превышает просто количество населения. Я вот тоже не пойму, кого они туда заселят. Или какие-то вот сомнения у меня есть, что это для нас построено. Я хочу один момент еще показать. Сейчас туда выведу на экран. У вас сомнения в правильном направлении. Теперь нужно узнать, кто заказчик этих квартир. Там же, наверное, выделялись деньги на эти цели. مش ليل أبيزات الناس مش السنة دولية يجدون سنة قد أسخن أما قليل Вот, درواج надо بدو параллельно, أبيزات потому دومي что тут قليل не все чеченский أتعرض понимают. أبيزات دوش دومي قدعو شيء السنة دولية يجدون مش ليل أبيزات الناس مش السنة دولية يجدون سنة قد أسخن أما قليل درواج بدو أبيزات دومي قليل أتعرض أبيزات دوش دومي قدعو شيء не обязательно должно мозги. Знаете, еще вот Видно такой было, момент, да? кстати. Я не понял, что он Один сказал. момент. Я хочу просто пояснить. Он говорит там, что носить бороду не обязательно, ну, бороду носить это не обязательно, а носить усы это как бы обязательно по исламу. И он потом разъясняет, а они что делают, типа ваххабисты? Сбривают полностью усы, которые обязательны, и отпускают бороду, которая не обязательна. Это он тогда говорил. Это, наверное, То есть, было начало этих 10-х годов, начало. да. Потом сам поменял. То есть сначала было подавление сопротивления,
Потом уже началось вот это вот укрепление как бы с помощью, наоборот, религии, вот это всех как бы приструнить, скажем так, грубо говоря, под русский флаг. То есть вот этот салафизм, он уже, то есть вот это вот все атрибуты салафизма, там, брить усы, отпускать бороду, хиджабы, вот эта радикальная как бы идеология, она уже под русским флагом начала официально закрепляться. Там еще и появление русских мусульман. Их все больше и больше. Еще они некоторые ведут очень популярные YouTube-каналы. Знаете, я еще хотел бы вот упомянуть вот этих палестинцев. Вы извините, что я вот так врываюсь в разговор, просто паузы нету там. Вот как палестинцев очень много тоже у нас сейчас в республике. Им даже средства это республиканского бюджета выделяются на расселение, на жилье. Но я заметил одну вещь в них. Вот когда они приезжают, вот именно вот арабская часть, многие студенты у нас сейчас учатся, многие после того, как закончили, у нас остались, они не пытаются интегрироваться в наше общество. Они наоборот свое толкают. А теперь, допустим, возьмем евреев. У нас целый микрорайон есть в Нальчике, где одни евреи, но сейчас их существенно меньше осталось. Так вот, когда евреи были у нас до массового отъезда, в республике были деньги, что-то строилось, какой-то бизнес был. Евреи, вот чем они мне нравились? Тем, что они свое сохраняли, но старались перенимать и от нас что-то. Они прям хорошо жили среди нас. У меня лично к ним никогда не было косого взгляда и претензий. Но как только они уехали массово, вот эта часть, которая осталась, она тоже сейчас намеревается уехать. Я не знаю, но вот мне евреи, наши местные, ближе, чем вот эти палестинцы. Палестинцы вам завезли, это нигде в Европе палестинцы не дают им гражданство, не дают им. Почему? Потому что они вечные революционеры, так скажем. Это работники, создавалось при Андропове вот это палестинское движение, вот это все. Создавалось еще при Советском Союзе, при Андропове. Они все обучались, все вот эти экстремисты, все эти руководители экстремистов, обучались в Советском Союзе. Университет Дружбы народов Патриса Лумумбы. Они специально вот эти ихние нащадки, ихние, как по-украински нащадки, а так это по-русски ихние родственники или родственники тех палестинцев, получается, ихние дети, ихние внуки, они сейчас завозятся туда, и к вам, видать, завозятся, и в Чечню завозятся. У нас их очень много, к сожалению. Я Вот, я даже говорю, больше скажу. для них строится это все, чтобы здесь на Кавказе полыхнуло. Если будет Россия разваливаться, чтобы здесь они будут ими командовать, это ихние нащадки. Они будут здесь заниматься подрывами, убийствами будут заниматься, экстремизмом будут заниматься, чтобы здесь никогда порядка не было на Кавказе. Я не знал, что у вас их к вам тоже завезли. Я думал, там к нам в Чечню только завезли. Я не могу точное количество. Да, я не могу точное количество назвать, но им несколько десятков миллионов несколькими траншами выделили. Ну, прям хорошие деньги. Это только официальные деньги, не считая, хочу приехать в Россию, в русское там государство. Ну, хочу жить на Кавказе. Ему тоже не дадут. Если даже скажет, в Туле хочу жить, ему тоже не дадут. Ну, почему таки иорданцам, египтянам, вот именно вот восточным странам арабским, им очень легко дают эти паспорта. Вот это я не пойму. Нашим не дают, которые хотят вернуться, но им дают. Вот если взять, допустим, на всю республику, миллиона нет в республике, но 1025-30 это
именно арабская часть населения. А я считаю, это существенный процент, потому что они могут послужить катализатором. Это все звучит как часть какой-то схемы чудовищного плана. И кажется чем-то абсурдным. Я не знаю, то ли я схожу с ума, то ли это все в самом деле происходит. Но, наверное, происходит что-то такое, до чего мы даже не додумываемся сейчас. Почему не додумываемся? Давно я предупредил сразу, если их привезли, для чего их привезли. Они могут, я говорю, выдадут паспорта, выучится язык за чеченский, а потом, как по чеченцев, посылать будут их где-то в Европе, там, ну как, в Израиле этот конфликт устроенный был. Конфликт это, я серьезно, там конфликт был устроен на день рождения Путина. Палестинцы нападают на Израиль. Нетаньяху отводит к этому моменту, это согласовано с Нетаньяху было это все тут. Отводит оттуда войска все, оставляет там 3 или 4 блокпоста, там 3, по-моему, блокпоста, которых там вообще женщины были, там в большем случае своем. Устраивают там международный какой-то фестиваль музыки какой-то международный. Туда съезжаются со всего мира музыканты какие-то, люди, которые хотят послушать, туристы, которые приехали послушать их. В этот момент на день рождения Путина это все было организовано. Нападение этих палестинцев происходит, которые заранее прорыли тоннели, там получается, подготовлено все было. Это все было организовано для того, чтобы отвлечь внимание от Украины, чтобы занимались этой проблемой, чтобы меньше нагрузки было на Россию. За множество ФСБ лет назад. организовано было. Оружие, там, которое обнаружило, оказалось, все это большинство оружия из Ирана из России у этих палестинцев. Что тут непонятного? Сейчас они выучат кабардинский язык у нас чеченский. Этих экстремистов будут куда-то забрасывать. Это Вот игра в долгую для адыгов называется. что-то придумали. Наперед. Они и для адыгов что-то подготовили, скорее всего. Да, это стопроцентно, это подготовлено получается. Кто-то будет жениться на них, там это. Почему Иордания не принимает Палестину? Сейчас вот Трамп потребовал, чтобы 1,5 миллиона палестинцев расселить в Египте и расселить их в Иордании. Иордания сразу отказалась, а до этого еще и палестинцы раньше, там не палестинцы, а египтяне отказались принимать их. Там их не принимают, потому что вечные эволюционеры, вечные террористы, которые созданы, я еще раз объясняю вам, при Андропове их создавали еще, когда еще Андропов, КГБ это когда было. происходило? Это примерно какие Андропов еще годы? ФСБ, КГБ командовать, когда при Брежневе еще, раньше даже Брежнева там, по-моему, еще, когда создавалось это еврейское государство при Сталине там, когда подписывал это. Потом Андропов пришел к власти, по-моему, если я не ошибаюсь, при Брежневе это все вот это организовалось. Университет дружбы народов, туда свозило со всех арабских стран людей, которые ихние там связаны с ними, которые знают русский язык. Этот, который тебе вот рассказывали, в 92 году приехал, как его звали это в Чечню, Фатхи. Он же с Иордании как бы получается. Он знал русский язык нормальный. С Иордании приехал он, получается, чеченец, мусульманин. Вот эту идею пропихивал в Чечне. Ну, то есть, откуда он знал русский язык? В Иордании жил. Чеченский, хорошо, там они сохранили чеченский язык. А русский откуда он знал так хорошо? Чтобы понятно было. Вначале он приехал, открывал для детей там учить Коран, там вот это, как это называется, эти
первоначальный, у Хафиза, школу Хафизов открывал. А потом мы при этих школах Хафизов пошли уже молодежь, которым платились в долларах. У него доллары были, чемодан с деньгами он был. Платил доллары, там начал автоматы выдавать им и готовить их, как это называется, после Первой войны, война еще не закончилась, началось создание вот этих вот банд так называемых, которые по религии, получается, занимались воровством людей, продажей людей. Им привозили границы, получается, Ахмадовы, вот это, Урус-Мартане, с Ермоловки, этот, как его, этот был у нас, тоже занимался этот, воровством людей и продажей их, получается. ФСБ привозила их границы, они их забирали, получается, привозили их, уже указывалось им, сколько нужно запросить денег за этого человека. С Москвы, из Питера, кто не платил, не подвластным был ФСБ, этих людей там вырывали. Они почему-то никто, да, проезжали всю Россию, Кавказ и подъезжали к Чечне, это после Первой войны. Жаматы, так само создавались эти жаматы. Я жаматы забыл. Привозили их тут границы, запрашивали, сколько нужно за него заплатить денег. Потом эти родственники собирали деньги, привозили деньги, часть денег. Часть 2/3 оставалась у этих ФСБшников, которые с ними работали вместе. Все, вот это создавалось, все ФСБ создавалось, это все. Эти беспорядки, не могли навести порядок, там получается, там в Чечне банды, целая куча банд было. Сперва они привозили оттуда людей, настраивались население, там получается, украли там в Осетии бизнесмена кого-то, привезли, отдали им, они за него столько денег выплатили. Это была сплаченная работа ФСБ. Эти ихние агенты здесь эти были, работали, жаматы эти создали, сидели. Раз журналистов начинали, а потом уже бизнесменов пошло там возить бизнесменов. С Ингушетии, с Осетии были. Может, Кабарды были, я не знаю еще там, может, я так полный список их не знаю там. Но это сплоченная работа была. Потом обвинить, сказать, что здесь беспорядок, у народа возмущение, чтобы возникало, получается. А международное сообщество, чтобы они показали, вот видите, мы им дали все там, и власть дали, и все, и подписали договор, они все вот это, что они чем-то не занимаются. Вот это. Все это организовывалось, ФСБ организовывалось. Такая же картина ждет при развале России, Кавказ здесь ждет. Это будет Я не знал, еще... что в Кабарде тоже построили дома. Чтобы строятся дома, просто если есть возможность, можно покопаться в документах, на чьи бабки гуляют, там получается, строятся квартиры, поселки целые строятся. Если у вас в Кабарде начали уезжать евреи, значит, у вас будут там беспорядки. Тоже, судя по всему, будет что-то, что намного хуже, чем было тогда. Знаете, вот насчет евреев именно в Кабарде. После развала Союза, ну вот давайте вот, чтобы было понятно в процентном соотношении. После развала Союза процентов, наверное, 40-50 уехало в Израиль. Но из тех, кто уехал, наверное, не совру, если скажу, половина вернулась обратно. Потому что своя земля все-таки, на которой они выросли. Пусть Израиль это и историческая их родина, но там, где он родился, ему, наверное, ближе. А вот в последние, допустим, 5-6 лет наблюдается прям реально массовый отток. Колоссальный массовый отток. Из 100%, которые были от момента развала Союза, по сегодняшний день, ну, дай бог, 5% осталось. Было бы интересно послушать, почему они уезжают. А я спрашивал
почему они уезжают, но они открыто не говорят, почему они уезжают. Для будущего детей, для их учебы. Израильский паспорт очень много стран там открывает безвизово, ну, более свободное передвижение. Вот такие именно аргументы. Но пока что никто открыто мне не сказал, с кем бы я ни общался, почему они уезжают. Это все, я не знаю, то Они есть получают информацию. В Чечне они тоже уезжали до войны, до первой войны. Уезжали много евреев, уехали, продавали дома, уезжали. Они им как бы говорят, что там опасно находиться будет, и они оттуда уезжали. Они продавали дома и уехали. Первые уезжали евреи. может, свои им Потом сообщают, русские которые начали. где-то в структурах работают. Может, звонят, Да, как конечно, родственникам конечно. сообщают. Не, конечно, вот этом я и говорю. Вот если у вас начали уезжать, значит, у вас будут скоро там будут беспорядки. У евреев, я так поняла, связи очень вот эти национальные, они сильные. То есть даже если им заранее как бы их предупреждают, Им получается, заранее о них предупреждают. Они заботятся. там, Да, о они них планируют, заботятся. ФСБ планирует все эти операции, я вам объяснял. За 3 года было построены дома, получается, стояли, как для людей, которых там оползни произошли в горах. Нажеюштовского района, говорят, должны быть переселены. Я не знал, я поехал, они мне сказали, что должны, я думал, сейчас селят эти дома, построили хорошие дома, ворота, кирпичные двухэтажные дома, там нормальные, все сделано. Единственное, что не было, ну как обычно, если там дома строят, сразу зелень сажают, все равно там какая-то живность появляется, никого, ничего нету. А потом я узнаю, что в эти дома селили палестинцев. Через 2 года я там приезжал, да это уже построенные дома. Через 2 года только в Палестине происходят эти события, и в эти дома привозят палестинцев. Не просто палестинцев, а я так понял, что это, короче говоря, там родственники или дети тех, которые там устраивали эти теракты, руководители, которые в свое время учились в Советском Союзе, я так предполагаю, что они там учились в Советском Союзе, заканчивали этот институт дружбы народов. Это их родственники, завезенные сюда. В Кабарде я не знал, что там есть такое. Там, ну, наверное, на Кавказе всюду воды понатыкали, всюду, наверное, этих понатыкали. Честно скажу, Масштабы происходящего чудовищные, и столько денег на это все тратится. Я просто не представляю, как с этой огромной машиной можно бороться. Вот, например, что я могу вообще сделать? Это и я чувствую себя какой-то полупесчинкой на земном шаре, вот на всем на этом плане. честно скажу, когда евреи были в республике, медицина была на более высоком уровне. Элементарно моим родителям зубы делали евреи, стоматологи. Это Или, допустим, не евреях дело, это не они там это делают. Это делается там, в ФСБ делается. ну, ФСБ делается, все эти вещи делаются. я имею в виду евреев, Планируется и стоматологи. делается ФСБ. Вы хотите сказать, что ФСБ говорит врачам: так, теперь зубы лечить не так хорошо? Вот это имеете что ли? Не-не-не, вы сейчас неправильно меня поняли. Не, Я имею в виду, когда я не у вас евреи в республике, спрашиваю, а у других, а у да, другого человека. да, когда в республике евреи жили, уровень образования был выше, потому что преподавателей много было в университете, медицина была выше, элементарно стоматологи. Там каждый второй был еврей именно в стоматологии. Как только они уехали, у нас просадка произошла, потому что это ценные кадры были. Лично по мне, честно, будь моя воля, я бы их вернул бы. Они лучше пусть у нас будут, чем эти же палестинцы.
Как это так получается, что именно у евреев настолько все хорошо с образованием и в таком массовом Да масштабе? потому что они в мракобесие не ударяются, а учат своих детей. Было бы хорошо, если бы у наших людей такое было. У некоторой Почему части 1500 есть. мечетей построено в Чечне? Чтобы Чтобы не учились. этот народ, чтобы это, да, чтобы не учились, чтобы не было, не строят ни заводы, не восстановили, ни один завод не восстановили в Чечне после Второй войны, там вот это вот, ни один завод не восстановлен, ни один цех не восстановлен, ни один, там 3 нефтеперерабатывающих завода было в Чечне, один газоперерабатывающий завод был. Они У их нас, просто знаете, разобрали, их нету, ничего он, нету. Не Красный Молот, где был завод Красный Молот, где выпускались цементажные агрегаты, которые стоили по всему, расходились как пирожки, заранее платили за них валютой. Они этот завод там построили рынок. Этот знаете, вот завода еще нету, этого завода. один момент, вот, который я тоже наблюдаю. Раньше наша молодежь именно уезжала в какие-то центральные города России учиться, и после учебы старалась оставаться там, где и выучились. А уезжали, потому что низкий уровень образования, преподавательства в республике был. Сейчас он немного поднялся, но перспективы нет после окончания. Лучше уехать, выучиться и остаться там, где ты закончил. Сейчас другая тенденция наблюдается. Люди стараются уже за границу уехать. Я имею в виду светская часть молодежи. Кто-то в Европу, кто-то в Америку хочет. И у нас сейчас, я иногда называю среди знакомых, наверное, говорю, мы вторые евреи, потому что из 100%, кто уезжает учиться, дай бог, говорю, 20% возвращается. Э, У нас реально идет, как бы это сказать, духовное объединение нации и населения. Уровень образования реально падает. Да, и не Медицины, с помощью России. уровень медицины падает, образование падает. Я своими глазами лично видел, вы не поверите. Я ездил навещать в Пятигорск дядю, когда он там в санатории отдыхал. И когда входил, увидел объявление. Требуются такие-то, такие-то специалисты, медицинские. И в скобках. Дипломы Республики Дагестан, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии не предлагать. Там не было Осетии, там не было КЧР и Адыгеи. А вот все, что я перечислил, эти были. То есть это такой позор, я думаю, елки-палки. Родители отдают своих детей учиться, а эти дипломы нигде не признаются. Элементарно выехал за республику, уже тебя не возьмут с этим дипломом. Минута молчания. Но это печально, на самом деле, печально. Да, я в шоке. Я просто душа наивная. Я вот этого. Тут есть люди, которые много повидали, которые много понимают, а я вот это все впервые его с этим ознакомливаю. Я, конечно, понимала, что все очень плохо, но я просто не могла представить масштабы. Я не могла придумать, насколько плохо можно еще сделать. Оказывается, можно. У меня самого, честно скажу, мысли, пока есть силы, пока молод, я не знаю, что будет завтра, но тенденция не самая хорошая. Иногда мысли приходят, может, все продать, собрать вещи и уехать, потому что у моих детей навряд ли хорошее будущее будет в родной республике с таким окружением и с такими обстоятельствами, которые сейчас, ну и в целом по стране. Вот иногда даже такие мысли у меня приходят. Не знаю, поживем, увидим. Ну, если вы хотите, чтобы у вас все было благополучно, то, скорее всего, лучше уезжать, потому что, судя по происходящему, то планируется какой-то ужас там. Ну и еще вы заложите
для своих детей возможность получить хорошее образование, качественную жизнь. И, возможно, вот знаете, как евреи делали, европейские? Вот мы же тоже это можем делать. Того, что убежим, мы потеряем родину. Да, да, и вот с другой стороны, Не нужно говорить и предлагать уезжать, махнуть рукой, все тут убежать. не, я У не них часть уже предлагаю. У них часть уже ушло, получается. У нас уже увели, когда при царской России, когда завоевание Кавказа, ну как русско-чеченская война происходила после поражения в каком там 1853 году, когда тут 2-3 волны было, которые уболтали людей, что ждут их в Турции, что там у них с распростертыми руками ждут, там пропаганда шла. И часть населения ушло туда, часть осталась, растворилась в Турции, часть в Иордании осталась. У нас то же самое было. Движение мухаджирства Ну вот я называлось. же об После этом окончания говорю. Кавказской Об войны этом же говорю. У сажали вас тоже на такое же корабль. было. Да, в Часть погибла, Новосибирск часть говорю. ушло. Новороссийский сажали на корабль, половина потопили в море, часть дошла. Мало того, что дошла, думали, братья-мусульмане там примут. Так, не поверите, их разместили наподобие резервации, назвали это карантином. Там еще больше умерло. Там очень мало кто вышел с этой резервации карантина. И расселили в самые неплодородные земли Османской империи или на границах. То есть нам ничего... Вот этот исход, который был в 1800, ну, после окончания 1864 году, окончания именно Кавказской войны. Он был организован Москвой, правильно? Петербургом. Ну, тогда, да, извиняюсь. Санкт-Петербургом, Да. ну, как в России был организован этот исход. Ну, организовано часть в связке с растворилась Турцией. ваших. Нет, это не в связке Турции не было, это в связке Турции первоначально. Просто туда привозилась, часть топилась, часть возилась туда. Часть и там поселяли чеченцев, также вдоль границы поселили. В нашем народе до сих пор рыбу с Черного моря не едят. С царской России, получается, договор, когда заключали, они потребовали убрать с границы чеченцев, потому что они уже там, находясь, поселили вдоль границы, они нападали на российские войска там, и в условиях записали, чтобы они их убрали. Так же, как вы говорите, их переселять начали, предложили им переехать на земли, где вообще тут одни камни были, ничего там не росло. Они отказались и с боями ушли в Иорданию. Часть погибла, часть дошло до Иордании. В Иордании их там сколько там, чисто 3 или 4 там села там было из чеченцев. Часть растворилась в Турции, которые остались. Но массовый это было исход был, к организовано сожалению. царской Россией. Ну, это Массовый организовано исход царской был. Россией, исход был. Да, там говорили, что там подъемные там давали, там вот, вы лишь бы уехали, вас там ждут. Да ничего не давали. Просто это очень долго обсуждать. Это просто национальная трагедия для нашего народа. Мало того, что земли потеряли, так Поэтому я еще говорю, что одну не девятую нужно населения потеряли. стремиться выехать. Не нужно стремиться выехать, нужно там проводить работу, выяснять, что за дома, кому построены, кто заказчик. И все станет на место. Там, надо местному населению объяснять это. Куда вас ведут, чего организовывать хотят вам здесь. Я хотела сказать, что вот, да, они с одной стороны, вот что происходит в реальности, они пытаются выдавливать, ну вот, например, адыгов и чеченцев, да, организовывая им ужасные условия. Ранее там депортации были. Вот то, что сейчас происходит в Чечне, людей пытают, там их убивают, похищают, да. Вот. Параллельно завозят туда русских. То есть такая поселенческая колонизация происходит.
Вот, для русских приезжих туда организовывают очень хорошие условия, их охраняют. Там даже видеоролики были вот с этим самолетом, который приземлился в Сёлжа, ну, то есть город известный как Грозный. И там прям красная дорожка для них выслана, для русских туристов, вот этих приезжих. Вот, и они покупают там имущество, заселяются туда. И это планируется все наперед. А чеченцев выталкивают. Вот с одной стороны, вот эта ситуация, с другой стороны, нужно сохранить землю себе. То есть вот тех людей, которые там живут, я как бы в какой-то степени, возможно, воспринимаю как героев, которые там живут и мучаются, но они там остаются, и вот эту землю они хранят, да, своими Знаете, телами, ценой своей жизни. знаете, я вам скажу, вот, допустим, у нас туристический кластер, вот эта сфера, очень сильно развита еще с советских времен, потому что и Эльбрус находится на нашей территории, и много пятитысячников. Ну, республика действительно богата вот такими вещами туристическими. Туристов много. В последние годы, как только вот границы там перекрыли, как только все это началось. Но у нас туристы приезжают и выезжают. Очень-очень мало кто что покупает. Но и то они покупают, знаете, как купили, уехали, то, что купили, сдают через риэлторов. Когда им надо приехать опять отдохнуть, они живут в своей квартире. Но это те, кто богатые. У нас, наоборот, наблюдается отток русскоязычного населения, коренного именно. У нас нет, я не знаю, как в Чечне, может, там русских много становится, но вот у нас, допустим, в Кабарде русскоязычное население коренное, которое постоянно живет, у нас отток наблюдается. Отток по экономическим причинам. И вторая причина, наверное, раз они открыто об этом не говорят, но, видимо, не хотят в исламизированном каком-то обществе жить и находиться. Наверное, это вторая причина, но они ее не озвучивают. Я, честно скажу, был бы не против, если бы коренное русское население у нас оставалось и, наоборот, множилось, потому что они никак нам не мешают. Я, наоборот, против вот тех, которые завозятся искусственно. Они же тоже в свое время были искусственно завезены туда русские. Я Уничтожались согласен, не искусственно были коренное. завезены. Да, они там завезлись, вот, а теперь они как будто коренные. А Россия планирует все на поколение вперед. Ну, возможно, да, вы правы, какая-то истина в ваших словах есть, но я имею в виду на данном этапе, если никого не завозить и оставить тех, кто там, допустим, живет, именно русскоязычное население, русские, ну, никаким боком они не мешают. Они очень сильно интегрированы в общество. Главное, чтобы извне не завозилось, потому что вот я вижу на примере туристы, которые приезжают, своей ментальностью, своим воспитанием, они как небо и земля отличаются от наших местных русских. Я не знаю, как это объяснить. Это как и в У Чечне было. у- Там у примерно то же нас, самое. у нас даже были случаи, когда семья русская продавала, допустим, дом или квартиру, уезжала, допустим, в какую-то часть России, да, жили там, дети их оставались там, куда они уехали, а сами, допустим, родители, старики возвращались обратно, потому что говорили, мы не можем там жить, мы там чужие, мы хотим обратно к себе. Настолько они разные. Да, в Чечне то же самое было. Я читала статьи вот про русских, которые там жили, которые там родились. Вот. Когда Россия бомбила Чечению, многие уехали оттуда куда-то к своим родственникам в другие города России. Вот. У них такая же ситуация была. Они вот чувствовали себя там уже чужими. Им было там не по себе.
И до сих пор многие пытаются сохранять отношения именно вот с нахскими народами, там, где они могут это делать. Вот. Но с русскими им сложно, потому что у них уже другая ментальность. Я даже спрашивал некоторых, которые вернулись. Ну, я достаточно вот общительный человек. И почему вернулись, что случилось? Они говорят, мы не чувствуем себя там своими, воспитания там нет. И пример, допустим, приводит. Элементарно, говорит, заходишь кому-то в гости, он, говорит, не привстанет. Сын, говорит, с отцом пьют, бухают, разговаривают друг с другом, говорит, матом некоторые. Я говорю, ну, а что ты хотел? Говорю, эта страна большая, она разная. Говорит, ну я не хочу, говорит, наблюдать это. Мне осталось жить мало, я хочу пожить на той земле, на которой я вырос, родился. И я понимаю их прекрасно. Поэтому я говорю, те, которые наши коренные, русские, пусть они остаются и не уезжают. Потому что если они будут уезжать, их место займут другие русские, которые у нас не родились. Да, вы правы. Получился очень интересный разговор. Теперь уже даже не знаю, как приступить и дальше продолжить вот эту сбор информации. Надо все это переварить, весь этот ужас. Знаете, вот у меня пожелание к народам Кавказа для их же блага – это включать свою голову, снизить темпы исламизации, потому что не хочу лишних слов говорить, но лучше учиться. Это очень правильно. Вы говорите как есть. И в детей нужно вкладываться Я в просто, качественное да, образование. Это я очень просто важно. вспомнил свою республику. Старики молились, бабушки, называлась Куранаджа. То есть собирались, читали Коран. Молодежь, как таковая, она была нейтральной к этому. Опять же, вот я пример приводил про ну, девушек, женщин, я имею в виду. Если косынка, такая полосочка на голове, такая ленточка, все, она замужем. Если, допустим, косынки этой нет, она свободная. То есть вот от этого ничего не портилось. Общество, наоборот, чище было. Более открытые люди у нас были. Вот именно вот эта исламизация привела к тому, что люди более закрыты. Сейчас не отличишь, кто замужем, а кто не замужем. На каждом шагу какой-то запрет. Иногда думаешь, елки-палки, я вроде живу в светском государстве, но общество, которое находится, тут с одной стороны традиции, с другой стороны вот эти религиозные радикалы, с третьей стороны закон. Вот этот бардак какой-то. С четвёртой стороны, которые как вы. Я стараюсь, честно скажу, быть нейтральным. Да, я общаюсь со всеми, пытаюсь понять их логику. Но я стараюсь нигде не обозначать свою позицию в открытую по одной простой причине. Сегодня он тебе улыбается, а завтра может и не так пойти. Да, правильно, вы себя берегите. Вы помните, что вы живете в концлагере. Да. Здесь в интернете только осторожно, потому что я наслышана о том, как вот людей просто за участие, да, вот даже вот за участие в трансляциях
просто заходят там люди в гости, да, в такие чаты, как там, например, НИСО или что-то типа такого, вот, радио Маршо, за этими чатами очень наблюдают. Специально людей туда говорят им туда забегайте, наблюдают, фиксируют все скриншоты, записи, чтобы вычислять, вот кто есть кто. А если они вычисляют, то человека сразу вызывают, забирают. Поэтому очень осторожным надо быть. Это где, в Чечне? Да, и в Чечне, и это повсеместно в России тоже это происходит. А вот этот канал, например, Мгм. вот как чеченский канал, да, он под надзором, под строгим надзором. И поэтому вот так как вы сюда зашли, будьте очень Ну, я, осторожны. да я первый раз зашел, если честно. Да, будьте очень осторожны в Мгм. интернете. Вот, и, наверное, лучше еще создать второй аккаунт, если вы планируете еще заходить там, все скрыть, потому что, возможно, может быть так, что вот этот аккаунт, так как он у вас рабочий, возможно, его могут как-то узнать, я не знаю, если дальше продолжаете развивать паранойю. Да, возможно, там те, которые у вас в контактах, могут случайно на вас напороться. Вряд ли это возможно, но все равно осторожнее. Ну, я понял. Спасибо за предупреждение такое. Но, в принципе, мы никаких противозаконных вещей не говорили, ни к чему и не призывали. Да, всего-навсего говорили свое мнение. Да, если кому-то это не нравится, ну, не знаю. Лично со Вот своей стороны я рассказал всего-навсего ситуацию по своей республике и делал это достаточно деликатно. вы слышали истории про лайки? Э, Про то, как забирают из-за лайков. У нас в республике не забирает пока что за это. Возможно, это такая пугалка, которая специально форсировалась, но все равно. Ну, хорошо, что не забирают. Ну, вы поймите одну вещь. Если говорить про Чечню, это мононациональная республика практически. И там нарастание, накал шел постепенно. Не сразу Чечня стала такой, какой она сейчас есть. У нас республика имеет немного другую специфику. У нас ярко выраженные мононациональности, во-первых, нет. Во-вторых, более либеральное общество по сравнению с Чечней. У нас более свободное именно общество на данный момент. Вот элементарно момент с мечетями. Следят, чтобы с 5 утра ты там приходил, молился. Если не придешь, спрос, да, по-моему? У нас такого нет. Да я не знаю, есть ли такое в Чечне. Ну, по-моему, один из участников эфира говорил, следят за тем, чтобы ты приходил. Скорее всего. Ну, вообще я имела в виду не общество, а спецслужбы. Это происходило, такие случаи были и в Москве, это и в Питере, и в других городах, именно российских это происходило. За то, что Чеченская республика, это общество вообще ничего не зависит. Там общество да, никого, это никто, во-первых. никакое общество, да, не спрашивает. Там просто выполняют команды, и все. Этот концлагерь, который там создан, именно фильтрационный лагерь, вот эти Кадыровы, Мадыровы, Даудовы, вот это все, это русские работники. Вот это Россия. Это то, что создала там Россия. Это не чеченская, а именно русская. То есть, ну, созданная специально для чеченцев. Вот к чеченцам особое отношение, такая страсть к ним, потому что они постоянно пытаются бороться за свою независимость, и до сих пор Россия там дислоцирует войска свои 100-тысячные
вот, и держат в заложниках чеченцев. Ну вот, допустим, в чеченском сегменте интернета, если какая-то проблема, допустим, в республике есть, его можно, допустим, свободно обсуждать? Или люди не обсуждают это свободно? Вопрос. Не могут что-то обсуждать свободно, если это Ну связано вот, с политикой России, так не, как следят не, именно я спецслужбы. имею в виду, вот, допустим, к слову, выключился свет или там водопровод где-то прорвало. Можно, допустим, сказать, эй, вы куда смотрите, мы вам платим квитанции коммунальные, вы должны это делать. И там, ну, понимаете, вот в каком плане критика. Вот за Нет, это Люди нет, последствия нет, бывают? жалуются, но нет, это тоже обращение нет. к властям, и, естественно, люди в такой форме это не могут выражать, так как сразу за это настучат по голове, так как это Самый, прямое обращение к самый удобный, коррупционному аппарату. самый удобный вариант в таком случае сказать «Алхамдулиллях». То Поэтому есть, люди, если получается, невозможно предъявлять за некачественную работу. предъявлять невозможно, но просить, да, просят Кадыров, пожалуйста, помоги нам. Вот у нас вот такое-то, такое-то, пожалуйста, Кадыров, Вот помоги, ты видите, вот такой это коренное хороший. различие. Вот это у нас Это коренное нет, различие. это не от общества зависит, это сделано, если человек, смотрите, если Я понимаю, человек что не от общества. Я имею в виду то, что вот у нас в республике где-то водопровод, где-то свет или что-то произошло, можно смело написать в местных группах, вы куда вообще смотрите, куда наши деньги идут, почему вы не потом работаете. да, И, потому что и никто тебе слова не скажет. В Чечне создан специальный фильтрационный лагерь именно для чеченцев. С особой страстью русские относятся к Чечне. Там вот как при Рейхе было, вот это все организовано там. И, например, если там какой-нибудь русский, да, в Москве с плакатом выйдет, там Путин, ты нехороший, ты плохой, уходи. Если чеченец выйдет с таким плакатом, он, возможно, и не дойдет до улицы, и его, скорее всего, там либо застрелят где-то, если это происходит в центре Ну, у нас, Сёлжа. допустим, в республике есть несколько запретных тем. Первое, это президент России. Это запретная тема. Его надо только благословлять. Второй запрет, который у нас идет, это религиозная часть. Лучше про религию вообще не говорить в группах, потому что ну, неблагоприятные последствия будут. И третье – это СВО. О нем тоже нельзя говорить. Можно говорить только в хорошем ключе. В остальном районным властям можно предъявлять за работу, гаишникам можно предъявлять, полицейским, допустим, можно предъявлять, почему вы не работаете там, или почему ваши результаты такие. Но за это нету Самый последствий. хороший Главное боярин, никому, главное не разжигать какую-то рознь, главное не призывать, допустим, к каким-то У нас, нехорошим к вещам. сожалению, нет таких привилегий. У нас вообще ситуация кардинально Вам по-другому там повезло, устроена. в кавычках. Вам повезло, что вас не так сильно Ну, может, мы догоним вас, я не знаю. геноцидили. Я надеюсь, что У не нас, догоните. у нас даже вот за пределами республики, кто находится, как у нас говорить, как принято говорить, даже они под ойла косят. То есть те, кто даже находится за пределами, за их, вот, например, антитеррор, да, Армат, вот эта скандальная личность, которая здесь тоже в данном чате тоже иногда присутствует. Вот буквально недавно его родственников захватили там, поставили и начали отчитывать перед камерой. Вот такая вот ситуация. То есть там права, какие-то права или свободы, там это вообще чуждо для чеченцев, так как вот эта вот оккупационная администрация, оккупационная система, она
именно таким жестким образом выстроена. Да, из чеченцев Россия сделала заложников. То есть даже люди, которые выезжают за пределы Чечении, начинают жить, например, там в США или в Европе. И если они захотят говорить о преступлениях России и призывать там международное общество к спросу ответственности за преступления русских, то все там родственники, которые живут в Чечении, их возьмут, либо их могут убить. Сейчас выгоднее Просто, отправить в Украину, убивать украинцев, или да, их могут пытать, или отчитывать вот так вот, унижать просто их у в нас собственных сама условиях. тема, Коллективная вина, да? Это да, круговая порука, смартфон. которая введена русскими изначально. Сама тема у нас, наша тема, она вообще, ну, как бы не как у российских республик, потому что, на секундочку, мы государство, которое после развала Советского Союза взяли свой курс на независимость, как и все остальные бывшие советские республики. И развивались, жили с 91 года по 94 до того, как русские вторглись абсолютно в независимом государстве, независимо от русских. И не подписывали никакие ни федеральные договора, абсолютно ничего общего с этим государством мы не имели, пока они в 93 году не создали свою конституцию на год позже, чем мы создали, да? И в одностороннем порядке нас просто тупо туда не вписали, без какого-либо там спроса у нас и так далее. А выходили мы из Советского Союза уже на статусе союзной республики, то есть все вот эти процессы были соблюдены. Там. Весь народ собрался, провел конгресс со всего мира, собрались с Америки, там, с восточных стран, с европейских, просто люди полностью собрались, и как это и приписывал уже вот это постсоветское пространство, и сам же совок, который в конце, перед развалом, как бы изменил кое-какие законы, да, в статусе там с этих автономных республик, о их возможностях и так далее. И вот это вот все полностью соответствовало. Плюс там сам даже президент уже нынешней России кричал там по телевизору: берите независимости сколько хотите. То есть, там, ну, вообще-то у него это спрашивать никто не должен был, потому что у нас никто не спрашивал, когда разваливали Советский Союз. Никто, это собрались там 3 алкаша: Ельцин, там, Шушкевич и Кравчук. И пустили в свободное плавание, это постсоветское пространство, подписав вот это дело и расформировав бывшее государство, в которое чеченцы никогда на добровольной основе не входили, в отличие от всех остальных республик, которые тем или иным образом принудительно, либо какими-то другими там агрессивными методами, но все-таки подписывали договор и входили в состав Российской Федерации, за исключением чеченцев, которые так и были там прописаны, включены. То А есть там русские включили Чеченскую Республику в свою конституцию, которую они написали позже, чем чеченцы, без какого-либо спроса у чеченцев. Это все равно, что они возьмут и впишут в свою конституцию Японию или Великобританию. Да, это уже на более позднем этапе. Я вообще имею в виду, вообще в Советский Союз, не в Российскую империю чеченцы не входили. То есть если другие республики тем или иным образом подписывали с Россией договор, то есть даже под угрозой, даже из-за агрессии, но все-таки подписывали, то чеченцы вообще не подписали ничего ни с кем и просто тупо были включены насильно.
Marshall došuk šo bezdekhıl mahkı udeştu la doşu makşpara deveşu. Salam ben atayot çaga. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu halta wahta. Ибраим, це Амхат, Шворцо, я от одного не могу догнать. И до Изяцу, союзной республики Хиловой, там по закону. Ну, мы уже выходили из Совка в статусе СССР. То есть там были проведены все вот эти соответствующие, были выполнены соответствующие условия, и уже в качестве СССР, Советской Республики, вышли из состава вот этой русской, ну, не русской, да, из Советского Союза. Так, ушел, по-моему, наш Евро. Сейчас эта тема вообще всеми как бы не то, что не учитывается, а просто забыто, как бы наплевали все на эту тему, потому что сегодня чеченцев удалось выставить в свете исламистов, в свете людей, которые как бы стоят на позициях политического ислама, которые там провозглашают исламские государства и так далее, а по сути здесь просто озвучивают вот эти все говнюковые нарративы, которые посредством религиозных деятелей, религиозных приемов как бы пропихиваются, грубо говоря, да, вот, каким-то политическим деятелям или пропихивались, и их устами там озвучивались. И вот это вот весь негативный образ, он как бы создал такую ситуацию, что говорить сейчас в законах вообще изначально там о провозглашении независимости, как русские любят говорить, самопровозглашенная республика. Интересно, а кто нас должен был провозглашать? Япония, что ли? Или русские какие-то? Или, я не помню, китайцы нас должны были провозгласить? Конечно, каждый народ, он самопровозглашается. Самопровозглашенные. Это они вот эти нарративы, которые они любили с 90-х годов постоянно. Самопровозглашенная республика, самопровозглашенная. А кто ее должен провозглашать? Дядя Степа, что ли? Дело в том, что именно одни имеют право себя провозгласить, а вот другие не имеют права. А вот они имеют, они как бы отделились от СССР, там, по-моему, Россия захотела отдельно, там жаловались, что они хотят свободную Россию какую-то. Вот им можно было. Ибрагим, у меня вот такой вопрос. Вот, допустим, теоретически представим, вот сегодня с неба упала эта независимость опять на Чечню. Никто не мешает в мире, все только поддерживают, давайте, давайте, там, в том числе и Россия. Представим теоретически. Но как вы думаете, вот эта радикализированная часть населения, оно даст построить нормальное государство, правовое, светское, где будут соблюдаться права человека, где будет действительно демократия? Потому что, мне кажется, если сегодня с неба упадет эта независимость, опять будет война. И причем со всего мира всякий сброд опять туда приедет, и там нехорошие дела будут происходить. На данный момент, Ну, в мне том-то, кажется, общество не совсем готово. да, в том-то и дело, что есть огромная опасность вот этого. Мы говорим, И что и Россия стоит, готовит и стоит ситуацию. как раз-таки, я сейчас отвечу, и стоит как раз-таки за этим именно вот эти вот русские, российские интересы. Вот, например, сегодня в Чеченской Республике полоумного человека поставили, там сейчас он вообще опух. И так два слова связать не мог, ни на чеченском, ни на русском, ни вообще ни на каком. И как он управляет там, по-вашему, например? Ну, это как бы риторический вопрос. То есть, когда есть
финансирование, когда есть кому подсадить, когда есть какая-то взлетная полоса, которая помогает там встать на ноги. Там есть такой в Чечне Асхаб Бурсагов, такой очень смешной человек, который там в интернете всех людей смешит. Такой, не совсем далекий парень. Сегодня вот из такого человека, если сзади него поставить систему там гобниковую, из него можно раздуть покруче Кадырова Херсона, которая будет и на Украину нападать за 3 дня, ее грозится брать. И Америку, я извиняюсь, уж здесь и женщина, но я просто не могу не процитировать Кадырова. Америку раком ставить. То есть вот это вот любой нарратив, это можно и прогнать, и приписать его кому угодно. То есть если есть на кого опереться, да, если есть какие-то партнеры, которые могут помочь встать на ноги, если в частности там Америка, вот западные, там, Англия, страны, да, которым расплюнуть, просто подсобить. Вот с такой поддержкой там абсолютно не проблема. И вот эта вот борьба с международным исламским терроризмом, за которой сегодня русские стоят, вот она как бы всем миром ведется, и вот эта вот тема, она как бы больше, чем в интересах всей мировой общественности, в первую очередь это в интересах чеченского народа, потому что именно через него лучше всего это как бы проворачивается, да, грубо говоря, прокручивается или там приводится в жизнь именно вот русскими через чеченцев. Если мы посмотрим тот же ИГИЛ, в котором 3 шишани, то это много о чем говорит. Там вот такой народик, там сейчас уже 1,5 миллиона. И если сравнить там с какими-то ближневосточными странами, там, с их потенциалом, количеством населения, там, вон из какой-то этой дырочки, там, которую через лупу не может, на карте еле-еле можно просмотреть. Оттуда идут и погибают там около 4 до 7 тысяч человек. То есть это уже о многом говорит. И вот эта вообще тема, она не культурная, не ментальная, она нам никаким боком не могла прилепиться буквально вот в 90-е годы, точно как вот сейчас наш гость озвучивал, да, там абсолютно наши культурные там вот эти традиционные ценности абсолютно противоречат вот этой бурде, которую через вот эти идеологии нам впихивают. Но я сейчас как бы слишком несколько там тем открыл. Имеется в виду, например, сегодня в интересах Европы и Запада и всего мира остановить вот этот международный исламский терроризм, а больше, чем вот эта заинтересованность этого всего мира, на первом месте это интерес чеченского народа. И вот в этих интересах есть огромное совпадение, скажем так, да, совпадение интересов, которые абсолютно никакой проблемы нет осуществить. Вот. Единственное осталось, чтобы там чеченцы прозрели, часть чеченцев, и взялись за дело. Я правильно Можно я понимаю? дополню ответ Ибраима, если позволите, Андрей, коротко, да? Вы там задали вопрос Ибраиму, но мне показалось, что вы его спросили так, как будто бы все, о чем мы до этого говорили, вы пропустили мимо, да, то, что, допустим, все вот эти вот беспорядки, провокации. Я просто в эфир зашел, когда эфир шел, наверное, пропустил. Да, там логическая ошибка была в вопросе. Я Да. хотела это исправить. Ну, исправьте тогда вы, пожалуйста. Если так, если он не слышал то, что ранее было, говорите.
Ну, раз уж вы продолжили, ну, лучше будет, возможно, уже сформировать эмоции. Э, То, что вот эта провокация, ну, вся вот эта вот одним словом назвать жуть, которая происходила на территории Чеченской Республики, это же не происходило от самого народа. Мы же, если цепочку прослеживали, историю прослеживали, читали там какие-то события, наверное, заметили, что сначала была вооружена оппозиция, так называемая оппозиция, на самом деле пятая колонна Российской Федерации. Она была вооружена танками, артиллерией и так далее. С этой оппозицией чеченский народ, ну, в смысле молодежь чеченская, справилась, истребила эту оппозицию, выгнала. Потом пошли какие-то там провокации, там, с захватами каких-то там школ, самолетов, то, на что у чеченского народа нет абсолютно никаких средств, да. Чтобы захватить самолет, допустим, должны быть какие-то деньги, провести эту операцию, все до деталей продумать и так далее. Вот вы спросили сейчас, если, допустим, свалится с неба независимость, да, во-первых, она с неба не свалится, она будет решаться на международном уровне, мы будем заявлять и требовать свою независимость, восстановление своей независимости. Все это будет происходить совместно с международным сообществом и так далее, и так далее. Там я сейчас не буду весь расклад давать, более-менее грамотному человеку этот путь понятен. Так вот, провокации, они, как бы сказать, они не происходят из природы, они не искусственные. То есть это создается впечатление, что вот этот бандитский анклав, Чеченская республика в кавычках, не дает покоя всем своим соседям, она не дает покоя даже на данный момент уже представляется, что она не дает уже всему миру покоя, да, это же не от самих чеченцев происходит. Вот только что девушка сказала, что это буквально концлагерь под открытым небом. То есть от имени чеченского народа может делать заявление какой-то там актер Закаев в Европе, от имени чеченского народа может делать еще один, но сами чеченцы голоса не имеют, чтобы заявить о своих каких-то правах и так далее. То есть от имени чеченцев происходит вот эта вот вся жуть только для того, чтобы сдержать ее в рамках российской территории. Ну и, соответственно, весь Кавказ сдерживать, как бы устрашая весь остальной Кавказ. Поэтому вопрос был абсолютно некорректен с вашей стороны. То есть, если вы прослеживаете события и обстановку, вы должны понимать, что это чисто российская агрессия, что все планируется в Кремле, вплоть до мельчайших деталей. Спасибо за внимание. Просто для информированности чуть-чуть. У нас гость примерно по возрасту тоже там нужно знать некоторые моменты, вот как сейчас предыдущий спикер высказал. Вообще, когда мы провозгласили независимость, там, и уже жили вообще в отдельном государстве, да, от России, там русскими проводились вот эти ряд провокаций, включая вот этих неких оппозиционеров, которые, как бывает, вообще... Диверсанты это были русские. Да, вообще, как оппозиция функционирует в государстве, да, вот оппозиция – это политическая сила, которая видит свои взгляды вообще на государство, свою программу, свой путь, и является точно такими же там, патриотами и гражданами этого государства, за которое они тоже борются. Ну, вот как и действующая власть, да, то есть они просто расходятся во взглядах и пытаются как бы свою модель предоставить, которая, по их мнению, будет лучше для народа. А в нашем случае у нас были какие-то люди, которые себя называли оппозицией, и которые призывали к упразднению нашего государства и вхождению его в состав русской вот этой федерации. Это никакой оппозицией такие люди являться не могут. То есть это просто коллаборанты, которые работают на вражеское государство и пытаются упразднить как бы нашу государственность. Сделать все, чтобы вот наше государство потеряло статус независимости, свободы и стало частью враждебного для нас вот этого образования. Такое оппозиция не называется. И это что вот надо тоже знать, вот эта так называемая оппозиция полностью финансировалась русскими,
действовала на территории там Теречного района и так далее, там ближе к границе русской. И вот эти вот люди, итоги 26 ноября 1994 года на русских танках с русскими вертолетами. То есть у нас что государства не было ни собственных, ни боевых самолетов, ни вертолетов. Там несколько танков у нас было, старых вот этих 72-х или 62-х танки. Да, То на есть тот период еще не даже, успели ничего произвести. да, даже наше государство официально не имело никакого вот этого техники, вот это оружия. А тут некая оппозиция залетает на самолетах, которые начинают бомбить, обстреливать наш город, залетают на вертолетах, заезжают на танках 72-х, покрашенные дула в белый цвет, там, с дополнительным удлинением вот этих стволов, и на которых сидят экипаж русские, и вот эти вот из чеченской среды информаторы, которые им показывают, куда надо ехать, как надо проехать к Рижскому президентскому дворцу. И вот это вот русские, вот эту вот бойню, да, ее буквально за несколько часов их там полностью разгромили. Никуда они не доехали, их там трупы, я еще пацаненком, там, где 14 лет, на мопеде катался и всю эту картину наблюдал. Сгоревшие вот эти там трупы, которые еще растаскивали тогда, очищали, пытались там дороги и так далее, очистить от тех вот этого мусора, оставшегося техники. То есть их полностью на голову разгромили, захватили в плен вот этих вот там танкистов, пехоту, которая предъявляет русские военные билеты, действующие в российской армии. И это съемки, их можно в интернете в открытом. То есть вот это вот русские назвали оппозицией, называли. И всему миру нас преподнесли, что у нас якобы внутричеченские банды там не поделили что-то между собой. Ну-ка быстренько сложите оружие. Вот Ельцин нам предлагает. Мы даем вам 48 часов. Все банды быстро сложите оружие. Что вы там творите? Ибраим, Вот я так вот добавлю, началось. Ховяльчан. Да, и вот так вот началось их официальное вторжение через несколько дней после вот этого. Вот Ибрагим, этих спасибо провокаций. за ликбез, но вопрос состоял в том, что если реально никто мешать не будет с любой Не, стороны, вот просто дадут свободу, э, я вот, вообще-то на тот вопрос, я думаю, я ответил. Я просто как бы для информации, вот это, чтобы и- знать, да, как и- вообще. То, что у нас, у нас изначально никаких ни хаттабистов, ни ваххабистов, этого мусора, нам вообще это неинтересно было. Мы ну, просто и хотели я жить по имею в своим виду, законам вот на, своего государства. я имею в виду вот на данном этапе, а, если полностью свободу, допустим, дать, и никто мешать не будет, вот реально никто. На Можно я данном этапе, отвечу? конечно, Не находится ли да. чеченское общество сейчас на данном этапе, когда невозможно вспять повернуть обратно к светскости? Или Нет, все-таки именно на данном глубоко этапе зашло? чеченский народ нужно спасать. Именно на данном этапе, понимаете? Чеченский народ уничтожается. Если вы Не, считаете, давай что я еще. чеченцы не Да, справятся с этой обстановкой, да, чеченцы вернутся домой. Тут тысячи людей, которые хотят домой в мирную республику. Вот так вот и будет происходить. На данном этапе только то, давай, что Россия делает, преступления свои, понимаете? Можно давай протиснуться? Я просто был бы рад, еще чтобы все кое-что было разъясню. светское. Да, я еще кое-что разъясню, просто аккуратно я бы хотел, чтобы мы, я думаю, у нас время есть чуть-чуть разъяснить ситуацию. Просто вот у нас изначально наш народ, он как бы взял, у нас и конституция оригинальная, она демократическая, светская, то есть у нас религиозное отделение от государства, у нас в первой, второй статье прописано, что у нас демократическое правовое государство. И как бы мы абсолютно к вот этому исламизму, к какому-то халифизму, там, салафизму, к вот этому мусору. И у нас вообще-то у чеченцев свои вот эти вот религиозные
которые мы практиковали, религиозные убеждения были вот такого, ну, скажем так, традиционного суфистского толка. И там у нас свои зикры, там вот эти вот еще языческие, которые бы как бы То есть практиковали и носили так чисто далее. ритуальный характер. Абсолютно там ничего вот этого, то, что сегодня происходит, это полная противоположность. И наш народ вот этим путем следовал до вторжения русских, и потом уже как во время, так и после вот этой первой русско-чеченской уже тонны литературы начали из России радикально поступать. И вот так потихоньку это заработал, этот процесс. Там просто в поствоенной республике, когда столько погибших, когда там вот эти все ужасы, там люди понавидели, вот там сработал вот этот вот религиозный фактор, да, который заразил наше общество. Но при всем при этом, да, в 97 году, когда у нас проходили выборы, они проходили у нас по конституции, оригинальной конституции 92 года, демократические выборы у нас в соответствии с конституцией нашего государства, где выбрали в президенты абсолютно нерелигиозную, то есть вот эту политическую силу в лице Аслана Масхада, то есть который представлял демократию. На втором месте был Шамиль Басаев, который тогда тоже представлял демократию, и вообще у него программа была отличная, там как бы подтянуть уровень, да, там и образования, и всего, как бы на американский такой статус. Вот этот Шамиль Басаев, он на втором месте был. А вот уже на третьем там месте и в конце где-то вот эти два исламиста были. Это Яндербиев, который был уже обработан вот этой братьей религиозной, и там Удугов еще в конце где-то в хвосте был. То есть такие уже маленькие проценты их поддержантов. И вот это вот второй раз показало то, что наш народ выбрал опять демократический путь. Потом вот эта вторая русско-чеченская война, и вновь как бы вот чеченцы, они покидают свою республику и едут опять-таки же не в мусульманские страны, а едут в демократические страны. И даже вот салафиты там какие-то, которые утверждают, что они салафиты, там малафиты всякие, даже они своими ногами проголосовали в демократические страны. То есть это вот все видимость, да, которая борода, там всякие хиджабы, вот это чисто, скажем так, после промывки происходящая вот эта радикализация, после промывки, даже она фейковая. То есть потому что даже по сей день эти люди, хотя им предписывает Коран, религия, не проживать в странах неверных, а переселяться в страны мусульман, и даже спустя сегодня там 10, некоторые 20 лет, находясь в политэмиграции, и все-таки не переезжают в исламские страны, как им предписывает. Просто это им приказано, этим людям, покинуть страны неверных и переехать в страны, исламские страны. И этого не происходит. То есть вот это вот все-таки вот это все, что создает видимость, оно это в основном фейково, лицемерно и натянуто вот так вот, скажем так, как носок на глобус, да, скажем, грубо говоря. Я вот просто как бы, чтобы разъяснить, да, ситуацию, вот это вот все. Сегодня в Чеченской Республике точно так же мы народ, понятно, что там много людей радикализировано и уже затянуто в какие-то преступные действия вот этим оккупационной администрацией там, против своего чеченского народа. Но при всем при этом там все-таки мы все еще надеемся, что большинство чеченцев, они сторонники как бы именно вот этих своих, скажем так, ценностей, там, своих культурных, там, своих национальных и так далее. И
вот работа, которую мы пытаемся проводить, да, вот на таких площадках, она именно как бы призвана и направлена на просвещение, что стоит за вот этим, да. То есть там 24/7 1500 мечетей построили в Чеченской Республике. Здесь заполонили вот эту Европу вот этими всякими агентами бородатыми. В день и ночь просто пробейте в Google исламские сайты, там, исламские ресурсы, в YouTube. Посмотрите там десятки, сотни вот этих русскоязычного вот этого пропагандистского мусора, который вливают. Самое, что ни на есть, там радикальное, оболванивающее общество. То есть вот это вот, оно постоянно производится, вот это дело в адрес нашего народа. И с этим, конечно, сложно бороться, да, там. Вот это мы как раз и пытаемся разъяснить, что и как и просветить свое общество, и так там призвать как бы международные институты, да, там в дальнейшем, чтобы они обратили на это внимание и помогли, потому что мы как энтузиасты, как разрозненные, разбросанные по всему миру, там, рядовые чеченцы, мы не можем с этой системой бороться. Это русский международный исламский терроризм не может осилить весь мир. Это сложная система. И она то в Сирии где-то появляется, возникает, то в Афганистане, то там в Судане, то еще где-то, то в Европе. То есть это такая как бы конструкция, механизм, который как бы непроизвольно действует, да, потому что какие-то энтузиасты или любители, они не могут вот эту всю сеть, вот это, создавать эту пропаганду, работать информационно, потом какие-то иметь ресурсы, да, где-то возникать на каких-то территориях. Вон даже если взять Палестину ту же, которая 7 октября на день рождения Путина забрасывает евреев русскими ракетами «Кассам», «Корнет», и я не знаю, не помню, там еще ряд названий, которые изготавливаются в России. То есть это огромная вот эта сеть, вот этого, короче, ублюдоческого, я не знаю, мерзкого, мерзко-пакостного вот такого механизма, за который стоит русский мир и толкает его. Поэтому там перекладывать какую-то там ответственность, что чеченцы там могут, не могут. Конечно, не смогут, если их дебилизировать, там в клетку посадить. Там. Например, сегодня, если взять чеченцев, которые находятся в концлагере, это не Ингушетия, это не Кабардино-Балкария, не Дагестан, не Ставрополь какой-то. Это вообще другая тема. То есть это оккупированное государство, в котором находится там 100-тысячная армия, которых преследуют, которых расстреливают по всему миру. Вот недавно в Германии расстреляли, в 2019 году одного. Здесь в Вене, в Австрии расстреляли недавно одного. Того, что в Германии расстреляли, прислали ФСБшника Красикова, который произвел это преступление, а потом еще в наглую обменяли его на других хороших русских имперцев. Вот этого убийцу после... То есть там тоже Германия, к сожалению, скатилась на уровень Катара. То есть это нету там какой-то аналогии, да, там с соседними какими-то российскими республиками и так далее. То есть у нас абсолютно другая тема. Там, когда сегодня проводят в Украине вот эту войну русские, они всему миру преподносят, что на эту Украину напала Россия, Беларусь где-то там тоже волочится в хвосте. А в основном на Украину напал Кадыров и Россия. Ну, то есть чеченцы и русские. И немного еще белорусы напали. Вот я специально спросил имя, фамилию президента Кабардино-Балкарии. Вот я уже забыл ее через полчаса, там, через 5 минут даже забыл. Потому что это вообще нафиг никому не известно. Хотя этот президент Болгарии, он из себя что-то представляет.
этот человек, как минимум, образование будет иметь, он будет полезным там для своего народа и что-то может из себя представлять, в отличие от вот этого, которого русские туда посадили, вот это вот Биллаш, который абсолютно ничего из себя не представляет, но его сделали перед всем миром, и его имя знают, не знают имя, короче, целых государств, там, наверное, государства Японии, президента не знают, Америки, не Америки, там, Германии не знают, я не знаю, ряда стран каких-то африканских, каких-то южноамериканских, вообще люди не знают имена президентов 200 миллионных стран, там, Бангладеша, вон, если взять даже. Возьми президента Пакистана. Я уверен, что многие вообще не знают его имя. А вот это вот какая-то козявка, которая вообще ничего из себя не представляет, ее раскрутили по всему миру и сделали из нее какую-то персону, которая нападает и за 3 дня захватывает Киев. Короче, я вот с темы на тему там перепрыгивал, просто это несравнимо, да, чеченская тема с темой каких-то русских, российских республик. У нас вообще другая тема и там другие отношения с русскими. И вот это вот, если на голову там независимость бросить, да, сейчас взять, короче, еще заразить побольше там чеченцев, еще что-то подкинуть, еще напоследок там, я не знаю, радиацией, там, чумой, еще всем подзаразить там и сказать, давайте, что тоже не исключено. А ну-ка покажите, что вы можете. А, вы не можете, все. Мы можем, мы все можем, мы нормально можем показать любому русскому, что такое ценности, как нужно там, воспитывать общество и так далее. Нас просто надо оставить. Но сегодня нам еще и помочь надо, чтобы вот этого ублюдка, чтобы там был какой-то наблюдатель, да, который не будет допускать вот этим ублюдкам там использовать вот эту вот исламистскую тему, да, там вооружать людей, там и создавать всякие провокационные вот эти действия. Для этого нужно будет мощный, огромный, как бы, союзник. Надеюсь, теперь я могу втиснуться. Если человек еще тут, он тут, интересно, или не тут? Я думаю, что все, кто были тут, я как бы слишком много занял микрофон, потому что теперь общаться переходили. Я просто хотела там указать на логическую ошибку, которая была в вопросе, но я уже не помню, какой именно вопрос был. Потому что вообще такие вопросы бывают часто, подобные. Вот, и нужно научиться отвечать на такие вопросы, я думаю. Вот он спросил, что он спросил? Если внезапно вдруг свалится независимость на голову, то не помешает ли вот эта радикализованная часть общества построить государство, что-то там такое, он, по-моему, спрашивал, и начнется снова война. Вот. Вот к этому он привел. И я просто хотела сказать, что, во-первых, война, она сама по себе не начинается, там нужно указывать акторов. Вот. И, во-вторых, как уже сказали, независимость на голову не упадет. То есть Россия — это большая империя, очень могущественная и очень богатая. У нее есть много денег. Вот. И пока у нее есть возможности, она будет финансировать, так как мы уже говорили перед этим, можно сослаться на предыдущий разговор, она еще десятилетия назад формировала вот эту вот игиловщину, еще на территориях Израиля, получается, там уже писали в чате, я описывала это все в чате,
Вот, они вот эту игиловщину изначально формировали, и они всегда будут пользоваться возможностью, всегда будут проплачивать вот такие группировки. Вот. Это не население радикализованное, это, то есть отдельные проплаченные группировки, и как бы это все происходит извне, со стороны России. И как только она, то есть нападает именно Россия, именно она начинает войну. Это Россия виновата, она сама по себе не начинается. Не чеченцы виноваты. Это не чеченцы напали на Россию, а Россия напала на чеченцев. И готовила она это все заранее. Вот. Я вот это хотела сказать, но что-то еще было, но я забыла. Я тут все это время разговаривала, а у меня микрофон, оказывается, был выключен. То есть мы говорили, что изначально Россия создала проект с Андроповым. Это все происходило при Брежневе на территории Израиля, получается. И это был университет дружбы народов, куда свозились люди с стран Близкого Востока. Вот. Или я что-то путаю. Вот. И дальше уже появилась намного позднее появился другой проект под названием «Партия исламского возрождения», который действовал 4 года с 90 по 94 год. То есть это тоже создавалось официально российскими представителями, это финансировалось все Россией, это все в открытом доступе. Вот. А Россия — это большая, мощная страна, у нее есть средства к поддержке жизнедеятельности вот этих группировок. И именно Россия, так как мы говорили и раньше, занимается игилизацией населения. Это все делается искусственным образом извне и активно поддерживается. Если произойдет так, что то есть независимость на голову вот так вот внезапно не упадет, при условии, что Россия, если она развалится, если ее раздавят, додавят, если у нее уже не будет финансовых возможностей обеспечивать вот эти группировки и вот эту свою систему, вот, э, тогда они как бы у них не будет средств к существованию, и с ними будет намного легче разобраться. И так как если Россия развалится, вот суть самого вопроса, если она ослабнет, то и нападать будет некому. А войну начинает именно Россия. Вот. И также, что я хотела сказать. А насчет группировок и признания независимости, как уже было сказано, сначала будут добиваться признания суверенитета в различных странах и восстановления суверенитета. Вот. И дальше будут проводиться расследования всех преступлений, сделанных Россией. И, возможно, тогда вот эти независимые расследования будут приводить, ну, именно подводить к связи этих преступлений с Россией. Вот. А вы меня слышите? Я вас не слышу вообще. Уснули уже, наверное, многие. Эдикернус, Ладошну. Хорошо. О, Слушаем. 14:15. База, ответьте, Марфо. Да, Маша. Ладошор просто не стал мешать.
Ибрагим Гуду, оперативная обстановка на районе Муйлы. Ну, нормально. Обстановка. Я уже все, короче, эти поулетали у меня фразы там из головы перед сном. Кадвел Короче, Мёрс. идем полностью на дно. Все в Не, порядке. нельзя. Пессимистом быть нельзя. Да, ну, все будет хорошо. Не, я поэтому говорю, все в порядке, это запланировано так. Пробить дно, пробивать его до конца и вылезти оттуда на ту сторону. Ну, я думал, оттолкнуться хочешь. Не, надо сквозь мантию, потом там Ядро вообще. ядро просить. Еще не факт, что оно там есть. Нельзя дома надо. Ну, я все-таки склонен, что ничего на месте не Ну, стоит. раз вулкан оттуда лава это самое стреляет, значит что-то там есть. Это насчет чего, брат? Что-то не доверяю. Насчет ядра. А, да. Ребят, вот если вот кто-то из вас в Европе живет, я хотел задать такой вопрос. С Кавказом Я в понятно, Америке, что, брат, да? в Лос-Анджелесе. Ну, Я в вот, Европе. вот такой момент мне непонятный. Да, вот с Кавказом понятно, кто что делает. Но вот в Европу почему вот эту идеологию пускают? Вот с нормальных стран светских людей Шенген не дадут, а этим массово переплывают море, документы получают, их там защищают, а они в ответ там беспределят. Вот почему европейцы их пускают к себе? Ну, потому Ну, что в Европе политика Европы, она как бы гуманная, толерантная, и люди просто соблюдают конвенции, в отличие там от русских, от всяких прочих вот этих балаболов, да? То есть, что приняли, общепринято там всем миром, просто на этих позициях стоят, и вот эти страны, в которых люди понимают, да, там, что с любым может такое произойти, где люди не могут выжить там, они, соответственно, приезжают в Европу, куда им, как бы, где им есть условия выжить. И Европа этих людей принимает. Но просто дело в том, что русская вот эта литература, пропаганда, она тоже может точно так же переместиться в Европу. А сейчас уже с вот этим прогрессом это все там в информационном, цифровом виде, короче, догоняет. Всех Бля, догоняет. И, пока ты это самое далеко не ушел, я тебя перебью. Еще момент там есть. В начале как бы э, прибывающие, да, ну, как мигранты, беженцы, они все миленькие, как ангелочки, понимаешь? Поплачут таким образом, что жалко становится. Что их везде прищемляют, ущемляют, короче, понимаешь? Получают убежище, получают, обеспечивают их, все, одевают, обувают, накормят. Ну и, как полагается, потом они ноги на стол и гадят в душу везде. Вот что происходит. Обычная человеческая натура некоторых людей. ну, вообще-то, по-хорошему, люди, которые приезжают там из каких-то регионов Европы, где отсутствует там культура, где отсутствуют вообще законы, там возможность жить, там развиваться. Приезжая в Европу, эти люди
они как бы интегрируются, и Европа их, наоборот, как бы очеловечивает там и ставит, ну, скажем так, на рельсы, грубо говоря, да, на какие-то полезные, вот это, делает, одним словом, из них людей. Но вот в случае именно там с чеченцами, я не знаю, кавказцы я бы не сказал, потому что в Кавказе тут такого уж нету. С чеченцами и некоторыми еще другими, кто подпадает под вот эти радикальные идеологии, с ними происходит абсолютно обратный эффект. То есть люди, которые приезжают с культурой, которая на уровень выше сюда, их догоняет вот эта вот русская идеологическая составляющая, со всякой агентурой тоже там, исламской вот этой. И в результате этого здесь, так как здесь там людей не преследуют за то, что он там неправильно молится, не соответствует каким-то нормам, да, там, ритуалов, там, молений и так далее. Вот, в связи с этим, как бы, не преследуют людей. То есть, там, ты волен нормально проповедовать, там, практиковать то, что ты хочешь. Но Было тут хорошо, А, вот эти люди в самом начале, прибывая в страну, сразу ставили бы в известность и говорили бы, мы сюда приехали, и мы будем делать то, то, то. Нет, просто вот эта европейская свобода, плюс вот эта преследуемая русскими идеология, она создает вот такой вот плацдарм, что из нормального, вроде бы, на культурно, на неплохом уровне человека, который сразу должен был как к себе домой попасть, интегрироваться в этой среде, как бы он же все-таки не с пальмы слез э, с этими листой, короче, обернутый. Не с таких же позиций как бы попал сюда в Европу. То есть наоборот, с более там, скажем так, высшего культурного общества. Ну, в какой-то степени, да, там. И получается так, что наоборот, попадая сюда, чуть ли не это самое, листвой оборачивается, да, и копье там в руку берет и начинает как индеец бегать. То есть вот эта вот идеология и свобода, которая здесь дается вот это европейцам Запада, из него вот это как-то русские научились все-таки, я не знаю, вывести наоборот папуаса из нормального человека, который приехал в нормальную страну. Вы не обижайтесь, я сейчас скажу такую вещь, то, что России это удается, это не их заслуга, это промах чеченского общества, что работа не ведется на опережение. Чеченского Спасибо. общества нету. Чеченское общество, но я еще раз повторяюсь, полностью преследуемо, запугано. Я Потом, имею в виду про европейскую часть. Тут снова да, я логическая тоже, ошибка. я Логическая тоже, ошибка состоит в том, что у русских есть свое государство, они собирают налоги, у них есть государственная казна, они получают доходы, получают доходы со своих колоний, это огромные деньги. У чеченцев нет своей страны, она оккупирована Россией. Соответственно, нет способов финансирования такой деятельности, которая называется просвещением, которая должна быть централизованным процессом. Откуда у разных диаспор в разных странах, раскинутых по всему миру, может появиться такая возможность? Люди для этого должны обладать своей собственной страной. Вот поэтому это невозможно. Могут это делать только какие-то отдельные энтузиасты, там отдельные люди, собираясь в какие-то волонтерские организации.
Вот, но какой-то отдельной профессии, допустим, где-то просвещение чеченского народа, ее не существует. И кто будет платить зарплату? То есть это уже как это сказать, на воле самого человека. У кого получится, у кого есть возможность, тот может сам этим заниматься. Но, как вы видите, вот этот канал, вот люди делают, что могут. На форуме, на канале, я не знаю, 3000 подписчиков. По сравнению с возможностями России это какая-то капля в океане. Поэтому то, что вы говорите, это ну, логи- Ну, возможно, я не не веду европейские чечен, допустим, родителями пали тут дети приехали, мы в гостях, развиваем, например, которые через язык прописывают, да, абсолютно кефира, если он тебе поможет, он плохой, то свой чужой, либо политических лиц. Вот и это вот происходит не что вот это не русские загеноцидили там, убив четверть там, населения по сегодняшний день, там около 20 и больше тысяч в тюрьмах находятся по НВФ и так далее, по статьям, которые вообще не соответствуют. Там. И оказывается, вот это все как бы наоборот. И Украину тоже не русские захватывают, а Кадыров. Потому что Ходорковский такая гнида, я извиняюсь, как Ходорковский стоит и плачет и говорит всему миру, что люди, выходите, крепитесь, Путин там грозится ядерным оружием. Кадыров говорит бомбить украинские города. Молитесь, молитесь. Вот эти вот приемы, да, вот этих ублюдков, вот этих пропагандистов, они еще как бы еще больше усугубляют вот эту вот ситуацию. И, короче, полным ходом идет такая пропагандистская подлая работа. ну, Я про этих можно сказать, а то я забуду, извиняюсь. Вот про этих так называемых хороших русских, это мне понятно, у них там своя работа. Э, Они о себе только заботятся. Но вот мне один момент непонятен. Э, Вот эти телеканалы, там, «Дождь» и остальные очень часто дают эфир чеченским блогерам, таким как Тумсо, еще какие-то там, как этих судью-то звали, их детей, федеральный судья, жену которого посадили там. Вот им все время, да-да, вот им Да, да. все время эфиры все время дают, они прям подчеркивают свою религиозную принадлежность, мы такие, мы будем вот так делать. А вот почему вот все эти оппозиционные телеканалы, якобы оппозиционные, не дают, допустим, эфир обычным, образованным, светским, как раньше вот были чеченцы, вот таким чеченцам почему не дают? Они хотят создать образ, что ли, какой-то. Во-первых, эти образованные чеченцы боятся,
Во-вторых, если они даже не боятся и будут согласны давать интервью, на них спроса вот этих средств массовой информации нету. Там есть спрос на такие темы, как критики Кадырова, чеченские власти, потом, короче, ну, как бы чеченизация, да, вот происходящего в Чеченской Республике. Вот эту чеченизацию пытаются через вот эти западные, казалось бы, финансируемые Западом каналы протолкнуть. И то, что там сидят вот эти вот Рузики Абдурахмановы, замдиректора электросвязи, которые вообще в контртеррористической так называемой операции, во время операции работали замом директоров таких ответственных организаций и действующий федеральный судья там, у которого все еще подписи не отменено, удостоверение там от Путина. Вот эти люди, их там чеченцами нельзя назвать. Их, конечно, можно там, я не знаю, генетически, этнически как-то, да, приобщить, но это не чеченский продукт, то есть это продолжение тех же самых хороших русских, которые пытаются все переложить с больной головы на здоровую, то есть чеченизировать вот происходящее в Чечне, назвать чеченскими какими-то незаконными действиями. Там прям так явно, ясно, открыто это делается. Я вот могу коротко сейчас сюда на экран высветить, да, примерно как это применяется, как это работает. Один момент. Можно добавлю, а то я не успеваю. Я просто очень хочу потренироваться говорить, так как здесь в реальной жизни у меня нет такой возможности. А у меня планы на будущее. Я хочу быть открытым медийным человеком, и у меня есть план и идея создать свою организацию медийную или СМИ, где я буду выступать. Поэтому мне очень нужен опыт общения, практики, ответов на вопросы. Вот. В реальной жизни у меня нет такой возможности именно обсуждения вот таких политических тем, и на русском языке я имею в виду. По большей части я обычно печатаю. Вот. А здесь у меня была бы такая возможность, и также на других каналах, из-за того, что я девушка, на чеченских некоторых каналах у меня нет возможности выступать, или меня часто вырубают, или не воспринимают всерьез. А мне это все очень интересно и очень важно. Вот поэтому я бы хотела практиковаться. Ну, мы эту возможность предоставить можем. إبراهيم جاش ديلا تعاون قاعد نجدوه Bitte schön. Айо, немецкий А, мой. Антына, короче, там речь шла про паспорта ичкерийские, и ты что-то рассказывал, типа, или представление, или подтверждение я здесь Шварбокша. Я так понял, это про вот этих просителей убежища. И хуки я здесь, я здесь, и что это такое? Цугена, Варсу, я тогда Ща- побоялся спросить. Ты про ичкерийские паспорта имеешь? Не, вот тема была про ичкерийские паспорта, и там какой-то сдвиг был, и ты рассказывал про какие-то или подтверждения, или прошение, или представление я здесь шворху. И я так понял из этого разговора, что хабах наш будет политическое убежище, или это что за бумага? И подтверждение, Ермак, Шуксаев. Я не знаю, возможно, это когда я с Закаевым как бы был связан, да, на свою голову. И я тоже там занимался вот этим паспортным делом, там помогал людям подавать вот эти на паспорт анкеты, и тоже подтверждение там
от Закаева, что носитель А там это типа паспорта. что он как бы поручитель самому Дуи? Да. Ну, это бумажка, которая там направо-налево без какого-либо фильтра, скажем так, да, или выяснения даже личности, там любой гебнюк мог даже справку получить. А Вайден, короче, Вайден киха дается в итоге. Юхенот, Китер. Мне хотелось выразить свое видение. У вас был вопрос про пока есть возможность, пока Ибрагим там что-то ищет. Вот. Вы спрашивали про... Вы говорили о том, что вот видите вину в том, что чеченцы в диаспорах, они не занимаются тем, чтобы сподвигать своих детей, получать образование и оберегать их от влияния игилизации. Вот. И я могу сказать, что это сложно делать. Опять-таки нет какого-то центра, да, централизованной системы, откуда можно было бы управлять, направлять там какие-то, формировать какие-то общины, группы, там централизованно направлять туда людей, которые делали бы разъяснения, там отдельно вести в их сторону пропаганду. Такой возможности нет. Опять-таки страна оккупирована, и Россия ведет свою пропаганду. А чеченские диаспоры, они очень связаны со своей родиной. И люди туда продолжают ездить, там строят дома, иногда туда привозят детей и оставляют там жить и так далее. Вот. Люди очень привязаны, и из-за вот этого коннекта вот эта вся пропаганда оттуда, она переносится обратно в Европу, и происходит такая диффузия. Вот. И также Россия посылает своих агентов проплаченных вот, со своей вот этой э, гиловской пропагандой и распространяет это по различным диаспорам. Также есть отдельные какие-то э, это уже сложно контролировать. Это, наверное, это то, что должны контролировать те страны, в которых находятся чеченцы, в том числе и другие народы. Вот. Они должны это все контролировать, так как у них в стране свободно там в мечетях или в интернете выступают там представители радикального ислама. Вот. И много чеченцев, они не знают русского языка, я имею в виду молодых. Некоторые не знают чеченского языка. Поэтому вот это то, что они получают, это уже на других языках, и это уже ответственность тех стран, где они живут. Вот. Но То, что чтение молодежь, да, извиняюсь, я сейчас хочу это показать ролик и просто дополнить. То, что молодежь не знает русского языка, это наоборот полезно, да. Чеченский, правда, что не знает, это плохо, но незнание русского, оно наоборот как-то более спасает от более глобальной радикализации. Но тем не менее, они тоже как бы не обезопасены, потому что их родители им вот это сами инфицируются, а потом передают это там. Ну или же их какие-то круги, да, или вот эти такие люди, как Тузик, вот этот Тумсо, потом всякие другие, которые создают группы и там уже обрабатывают этих людей на чеченском, ну или других каких-то уже понятных языках. Я сейчас хочу вот это коротко показать, да, примерно как работают хорошие русские, как аккуратно перекладывать больной на здоровый. Так видно, да? Я надеюсь, видно. Да, было видно, но сейчас не видно. Теперь Алия, видно. скажите, пожалуйста, ну вот ваша версия
Алия, скажите, пожалуйста, ну вот ваша версия, чего, собственно, они добиваются, кроме мести вашему брату? Видимо, такая уже традиционная чеченская практика. Есть ли какие-то... Так, я хочу микрофон свой включить, чтобы иногда комментировать. Традиционная чеченская практика заявляет. конкретные вот, цели, собственно, они мадам. добиваются? Алия, скажите, пожалуйста, ну вот ваша версия, чего, собственно, они добиваются, кроме мести вашему брату? Видимо, такая уже традиционная чеченская практика. Есть ли какие-то конкретные цели? Что нужно Да. этим людям? В Чечне по законам никогда не разбираются. Там разбираются чисто по-чеченски. То есть там пытают, бьют током. Сразу хочу прокомментировать. Ну вот эта молодая девушка, это Янгулбаева, их дочка, сестра. Как бы я сейчас не хочу именно против девушки, там, я думаю, там, легкомысленность, на это я спешу, но все это дело. Но тем не менее, вот это и папа, и братья, там, семья, вот примерно у них вот такая вот вообще в их семье, я не знаю, идеология, что ли, или вот такие настроения, да, которые высказывает вот эта вот девушка вот этим вот русским пропагандистам. И она называет, что в Чечне, она озвучивает, что в Чечне не действуют никакие законы, и что якобы там чеченские законы. Во временно оккупированной русскими Чеченской республике, да, где полностью 100-тысячная армия, где людей, я извиняюсь, по-русски сажают, вот как испокон веков они на кол сажали людей, вот так вот сажают там на эти всякие извращенными своими методами, на бутылки потом, я извиняюсь, насилуют в тюрьмах дубинками по всей России. Вот эти вот извращения, вот это, они теперь как бы принесли в чеченскую среду. Но при всем при этом свою русскую культуру, и они, как вот эти дикторы, также и вот эти вот эта семья, там и другие, Фузик Абдурахманов, они все это чеченизируют, то есть перекладывают на чеченцев. Вешают на Чечне по законам никогда не разбираются. Там разбираются чисто по-чеченски. То есть там пытают, бьют током, вешают на веревке, там делают все. По-бандитски делают. Скажите, пожалуйста. Вот папа подсказал по-бандитски. То есть девушка, она как бы молодая, там, но папа не даст пропустить, важно. То есть все, оказывается, у нас у чеченцев есть какая-то тюрьма, какое-то государство, какие-то токи, моки, то есть и это как бы волеизъявление чеченское, а не русское, я не знаю, правоохранительная или вот эта вот правоохранительная система. Просто подробнее, каким-то образом удавалось или пытались вызвать правоохранительные органы российские, полицию, кого? Опять момент. Каким-то образом удавалось вызвать правоохранительные органы российские. То есть Кадыров это не русский генерал, дважды генерал, да, не герой России, и это не оккупационный режим, не русскими поставлены, ставлены. То есть Чечня это не внутреннее дело Русской Федерации. А какие-то чеченцы устраивают банды, и дамочка спрашивает, а российские правоохранительные органы удавалось привлечь, позвать там на помощь? Кто мог бы их остановить? Каким-то образом удавалось или пытались вызвать правоохранительные органы российские, полицию, кого-то, кто мог бы их остановить? Я уверен, что они, возможно, скорее всего, увезли в Чечню, чтобы разобраться по-чеченски. Вот мое удостоверение. Вот подписан Путиным. Действующий.
Ну, примерно вот так вот с этой и действует. Поэтому мне очень хочется бороться с этими говорящими головами и российской дезинформацией. К сожалению, я одна, и у меня у самой плачевное положение. Мне очень хочется что-то сделать. Но Мгм. мне также нужно уметь говорить правильно, так как я росла в своей семье, где мне не давали говорить на полноценно русском языке. У меня русская речь какая-то вся перебитая, нескладная, вот, поэтому выступать мне нужно учиться этому, чтобы меня воспринимали серьезно. Но мне очень хочется также качественно и эффективно работать против вот этой э, огромного чудовища российского Вот и смотри, метастазы. я тебя коротко перебью. Это твои инициативы полностью как можем поддержим. И очень доволен, что у тебя есть вот такой вот настрой. Как бы. Ну, хотелось бы вот по вот этой показанному ролику, да, вот, казалось бы, на западные бабки, грубо говоря, да, вот, Радио Свобода, Настоящая Россия, Дождь, что там еще, Кавказский узел, Новая газета, русские хорошие, там, Яшкины, Пашкины, Машкины переезжают в Европу, ругают Путина, устраиваются вот эти, уже там у них на местах свои какие-то там люди, у них вот эта сеть, как и другая сеть русского международного исламского терроризма. Они аккуратно уже все это дело, скажем так, освоили и садятся вот в эти места и там ругают, конечно, Путина, что он, короче, плохой имперец, и хотят его заменить другим Шмутиным каким-то. Отчего нам вообще ни тепло, ни холодно, как чеченцам, например. Путин там, Шмутин, там Ельцин там был, потом Путин. Нам вообще с этой империей абсолютно ничего. Нам единственное привлечь их к ответственности за все убийства, преступления и с ними полностью как бы разойтись на каких-то условиях, и чтобы в этом еще участвовали посредники, да, которые бы как бы ну, контролировали вот эту ситуацию. И вот эти вот русские приезжают сюда, и на вот эти западные бабки, как будто бы нам, ой, смотрите, права человека у Янгулбаева, у других каких-то там Аббасовых, каких-то, я не знаю, Ахмадовых, Махмудовых, пресекают. Ой, какой же ваш Кадыров, ублюдок. А вы вот русские правоохранительные органы наших доблестных ребят там почему не позвали? Ой, у вас там по-чеченски разбираются. Ой. Вот смотрите, Запад, видите, там у них по-чеченски разбираются. Потом ловят пацана из соседнего региона, вообще российского, куда правоохранительные так называемые органы без санкций вообще не могут пересекать территорию, да, едут туда, хватают пацана, пускают его на результат, который якобы там обматерил кого-то, да. Это тоже там разыгранная карта, просто на результат пустили пацана, там спровоцировали его материться, чтобы вот так вот всем на показ показать, как они поступают с инакомыслием. Взяли его, привезли в Чеченскую республику, извиняюсь, посадили на бутылку, сняли это дело, потом якобы выпустили на небольшое время и дали интервью вот этим же на Западе осевшим ублюдкам, агентам своим русским, где пацан говорит, что у нас у чеченцев есть традиции, если кто-то матерится на женщин, то сажают на бутылку.
либо убивают, либо сажают на бутылку. Я выбрал на бутылку. Вот, казалось бы, русские СМИ освещают события в Чеченской Республике, помогают, то есть до мира доносят происходящее там, но при этом аккуратно русскую традицию накол. И вот эти, том этого пацана озвучивает, что у нас, у чеченцев, оказывается, вот эти русские извращенные традиции, да, к которым вообще никакого отношения испокон веков, никогда такого дела у нас не у нас максимум изгоняли из общества, ну или же там за убитого могли убить. И то там, как, смотря в какие времена. И вот эти хорошие русские вот так вот нам помогают и показывают на Запад. Оказывается, что вот у чеченцев на бутылке или убивают. А вот они помогают, это просвещают. Потом этого пацана потеряли без вести уже дальше. Но зато вот это из его уст высказали, известно, на Западе вот так вот показали. Потом берут, ловят там 70, ну, и более человек под видом того, что нетрадиционистов вот этих ЛДПР задержали, и их начинают там издеваться, убивать, короче. И это как бы уходит, ну, как бы люди, проясняется людям, да, что это произошло. И что происходит? Сразу вот эти хорошие русские подхватывают это и проводят серии митингов даже под эгидой Amnesty International и ряда других каких-то известных правозащитных организаций. И люди на Западе держат в руках таблички на демонстрациях, на которых написано «Чечня, останови насилие». И вот так вот нам правами человека помогают, чтобы нас всем миром, как бы перекладывая вот эту ответственность, оказывается, Чечня, останови насилие. Потом из нашего общества молодежь и другие, там, и взрослые даже какие-то дебилизированные, не понимая, как это все работает, да, и в связи с тем, что у нас не приветствуются вот эти люди с нетрадиционными там взглядами, не зная, что даже это за люди, которых там убили, допуская никаких угодно взглядов. Пускай никаких угодно взглядов, если их убивать, то и самого Путина, и Патрушева надо там первыми замочить, нетрадиционистов. Пускай своих Зверевых, своих Киркоровых, своих Басковых мочат, да, своих Малаховых, все свое телевидение перестреляют там. То есть они совершают это, приходят с чеченцами, показывают Западу, проводят здесь демонстрации, Чечня, останови насилие, показывают, что это мы, оказывается, дебильные, что вот так вот поступаем с этими людьми. И в подтверждение этому наше дебильное общество, которое не понимает, что происходит, с одной стороны, они как бы невиновны, потому что их за нас обвели. С другой стороны, они как бы все-таки способствуют, чуть-чуть не включив свои мозги, и начинают всякие комментарии, гадости писать в интернете. Да ну, у нас таких нет, даже если есть, правильно не сделали, там вот такое вот. Эти начинают это скриншотить и еще больше постить. Смотрите, вот что чеченцы, как они относятся, вот такие вот обезьяны. С такими обезьянами мы живем. Вот так вот это работает, и это работает. Ибрагим, можно вопрос, если не трудно? Вот когда Тумсо уехал, он говорил, что якобы его преследовали за бороду. Но там же все носят бороду. Те, кто якобы его преследовал, задерживал там. Это вот первый вопрос. Но мне кажется, он соврал насчет того, что из-за бороды. И второй вопрос. На что он живет? Вот мне непонятно. Всю семью вывез. Все время эфиры там проводил. Из машины, видео, которое снимает, машина неплохая. Все-таки Европа это не дешевая
регион. Как думаешь, кто его спонсирует? Как говорящую голову? Ну, русские хозяева его спонсируют. Но при всем при этом, чтобы вот такие вопросы, как у вас, не возникали, они недавно сыграли вот такой сценарий, что там якобы Тумсо надурил каких-то этих ФСБшников, там, кадыровских, и на 1 миллион их сделал. То есть якобы там Тумсо убили здесь. Почему его, зачем они его пытаются убить, что он им плохого сделал? Абсолютно непонятно, что вообще происходит, зачем его преследуют. Мы здесь это озвучивали уже там десяток раз, все равно мы и будем это повторять. Дело в том, что Тумсо Абдурахманов работал вот этой электросвязи, и у него директором был Шмаков Игорь такой, тоже там военизированный человек, поклонник Сталина, убийцы чеченского народа, ну или одного из убийц, который был во главе, востребован русскими. И вот этот вот поклонник, любитель Сталина, дружбан Тумсо Абдурахман, да, там во время его бороды они где-то там встречаются, шашлыки едят, постоянно вместе общаются. И вот эта тема, ее как бы начинают некоторые там наши соратники, да, единомышленники ну, показывать, дело фильм, там, муссированно показывать там в средствах массовой вот этих, в соцсетях. И сразу Тузику начинают сыпаться вопросы, кто такой Шмаков, как это так, ФСБшник, там, ГРУшник Шмаков, как ты с ним работал, и ты ни к чему не причастен, ни к прослушкам, ни о ФСБ ничего не знаешь, в самой ответственной организации работал. И тогда, оказывается, задним числом, когда этот вопрос уже выносится на повестку, оказывается, что Шмаков, Тузик, этот Абдурахманов, Тумсов, в простонародье, Тузик его просто называют, как русского Сиксота, просто по-другому его, этого молотконосца. Потом его здесь заказывают почему-то за 1 миллион, и он у них, короче, их сделал на 1 миллион, и даже сам удивился, как он их сделал. То есть это какое-то знамение Аллаха. И неверующий не поверит. Даже. Только верующие знают, что Аллах гораздо на всякое чудо. Но что тут еще параллельно происходит? Вот этот человек под именем Закаев Ахмед, который тоже ведет политисламскую, исламистскую деятельность здесь. Тумсо спрашивают, является ли Закаев своим братом мусульманина. И тут Тумсо в эфире заявляет, высказывает вот такую вот мысль, что мусульманином, да, является, но братом не является, он говорит. Чтобы быть братом мусульманином, нужно, чтобы вероубеждение было правильное у человека. А так, как мусульманин, он если себя называет, я ему такфир не делаю, то есть я его из религии не вывожу. Да, мусульманин, брат, нет, не брат, потому что вероубеждение у него не такая, как у меня. Но тут что получается? Тузик, вероубеждение у которого салафистское, ваххабистское, и которых, как шайтанов в Чеченской республике, назвали шайтанами, оклеймили еще со времен Ахмата Хаджи Кадырова, и теряют без вести просто за их вот эти взгляды шайтанские. А тут что происходит? Тузик Абдурахманов, которого преследуют, за которого миллионы дают, за которого с молотком, который чем-то им вредит,
его брат мусульманин, Шмаков. То есть Закаев, он же не брат, потому что у него другая, не соответствующая вероубеждению. А у Шмакова соответствующая. Поэтому, соответственно, Тузик его и называет братом мусульманина. То есть тут какой сигнал должен как минимум поступить? Все вот эти пехотинцы Путина должны с пробуксовками, и вот если я дебил какой-то, да, там, неквалифицированный, не юрист, не работник каких-то органов, да, правоохранительных, если я это вижу, что он вот эти вещи говорит, раз чеченца взяли из чужой территории, привезли в Чеченскую республику, посадили на бутылку, и за это в России не открыли ни уголовное дело, ничего, за то, что с чужого региона притащили пацана, что его без вести потеряли. Ну, это предыдущее, о чем мы говорили. Но тут имеется в виду, могут притащить из другого региона, связанного какого-то, там, я не знаю, пацана, который просто матерится. А тут целый игиловец, да, целый шайтан, салафит, который связан с Тумсо, за которого миллионы дают, и правоохранительные органы пехотинцев вообще никак не реагируют, не притаскивают Шмакова из его берлоги, где он там находится, не сажают его даже на бутылку, мы не видим в эфире, никак его допрашивают, абсолютно ничего с шайтаном русским, который еще работает в такой ответственной организации, работал как электросвязь, то есть он как минимум является уже шпионом в российском государстве, то есть работающим на вражескую, ваххабистскую, вот эту вот, салафистскую, международную террористическую организацию, членом, да, вместе с Тумсо Абдурахмановым, работающим там, являясь его братом и его начальником. Абсолютно никакой реакции не происходит, никто не хочет даже задумываться, почему это не происходит. Это сообщник. Если за его зама дают миллион, который им так мешает, то тот директор там на месте, его за шкирку надо взять. То есть это до того по-детски все здесь на поверхности лежит, да, и вот в эту вот детскую игрушку здесь играют с чеченским народом, и вообще никак не живущие в Европе не могут это осознать своими, я не знаю, извилинами. Не так же пехотинцы, которые там полностью под русскими флагами находятся, и там оттуда еще гавкают, там на Тумсу, на кого-то еще. Вместо того, чтобы там на месте задаться вопросом, алло, это что такое? Ну-ка, вот этого шайтана Шмакова сейчас же надо притащить сюда и сразу же допросить. Этот человек, он работает на подрыв русского, российского государства, являясь директором в такой ответственной организации электросвязи, которая отвечает все там в республике на тот период. То есть чем он занимался как минимум, да, там террористической или какой-то деятельностью. Вот такие вот дела. И это что еще можно об этих людях говорить, о их деньгах? Вот это вот миллион ему якобы перечислили сюда. Конечно, перечислят за 10 лет проведенной работы. Это же не бесплатно просто сидеть где-то постоянно в Ютубе. Тоже всю жизнь не получится. Эти деньги я же потом тратить тоже хочется. Нужно и хочется и на мотоцикле поехать, пар попускать, как это в Чечне делалось. И на Мерседесе, и на другой какой-то машинке покататься. А тут будут возникать вопросы, как и у вас. Хотя у некоторых даже и тогда они не возникают, но все-таки уже более подозрительно будет, если там не надурить какого-то Кадырова хотя бы на 1 миллион. Получается, Тумсо обеспеченный человек. Получаются
все говнюки обеспечены. Иншо только один из этой всей команды их систем. Иншо это вообще-то коллективный орган. А на выходе в Ютубе мы видим только одну физиономию. Ибрагим, еще вот момент, ты говорил про карматы, я правильно? Или парахмат? Я нормально не расслышал это имя. Его родственников, он Антитеррор. сказал, вызвали. Ну, что он такого делает, что его родственников вот так вызвали? Он полностью как бы ведет антирелигиозную деятельность, то есть антиисламскую деятельность и полностью критикует ислам. Полностью и как бы пропагандирует его несостоятельность, все изъяны, все, короче, не то, что там изъяны, вообще как вот это вот всякие религиозные деятели в религиозном мире, как они занимаются вот этим подменой понятий, подменой там, подтасовками и так далее. То есть в открытую он вот такими жесткими методами, я не знаю, жесткими, агрессивными, скандальными методами полностью как бы борется, скажем так. Ну, я правда не скажу, что он там борется, да, там с исламом, потому что, чтобы бороться, нужно угрожать там кому-то и так далее. Тут скорее он просто разъясняет вот эти идеологию, и я уверен, вот как и для меня, да, что для него и для других там наших каких-то единомышленников, скажем так, важно именно подкосить, во-первых, вот эти вот убеждения, да, вот этих идеологов и вот этих идеологий. То есть показать их несостоятельность. А там, что человек, он как у нас там, то, о чем мы говорили, традиционно там кто-то молился у нас, да, кто-то не молился, кто-то там исповедовал в рамках там, наших традиций какие-то вероучения. Там, об этом вообще и Пармату это не интересно, и никому. Просто проблема вся в том, что через вот эти политисламские идеологические вот эти приемы, то есть по-другому здесь как-то по-хорошему, да, сказать, алло, люди, слезьте с этого дела. Такого человека сразу объявляют там антихристом, там, муртадом, вероотступником и так далее. Ну, пошел отсюда. Вон у нас есть аят, здесь хадис, здесь какой-то еще фетва ученого. Ты кто такой здесь вообще? И я думаю, он включился в это дело, чтобы показать полную несостоятельность, как и вот этих вот людей, трактующих аяты, как и людей, передающих всякие хадисы, как и людей, которые выносят всякие фетвы. То есть, чтобы сначала показать, что там, вывернув наизнанку несостоятельность вот этих дел, чтобы люди, которые исповедуют там религиозные какие-то свои учения или убеждения, чтобы они делали это молча для себя. То есть вера, чтобы оставалась верой, а не идеологией, да, которую нельзя не спорить, не покритиковать. То есть вот чеченцам, как нации, нам вообще национальности, вот эти люди, они полностью запрещают иметь свое собственное государство национальное, все его атрибуты, вообще национальное самосознание. Я думаю, вы тоже знакомы с этим хадисом, который там должен коренными зубами, там я не буду его цитировать, да,
там про дела вот Да, этих да, я отцов. знаком. Это мне даже стыдно Да, этот хабит сказать. да, да. И вот это вот, вот такими вот приемами полностью выбивается почва из-под ног, и людей сбивают с их национальных каких-то самоидентичности, вообще с национального самосознания, интереса, и все превращают в массу дебилов, которые просто должны бояться друг друга и следовать вот этому делу. И да, его методы, конечно, например, я тоже считаю, что там он слишком радикальный, но я вот здесь озвучивал это несколько раз, но другой альтернативы, например, я не вижу. Если у кого-то есть альтернатива, чтобы ласково, толерантно как-то погладив по головке вот этих вот агентов всяких, всех вот этих вот мул, офицеров, имамов там и так далее, с ними как-то договориться, но давайте не будете ни чеченский национальный интерес уничтожать, да, ни посягать ни на нашу государственность, ни на наше национальное самосознание. Давайте аккуратно как-то, вот если есть у кого-то какие-то такие механизмы договориться с этим делом по-хорошему, я бы это поддержал бы, например. Пока я абсолютно не вижу никакого сопротивления этому делу, а вижу только полное подчинение, покорность, содействие, вот такое, или молчаливое, там, короче, я не знаю, пребывание, да, что является знаком согласия. Смелый парень. Кто-то должен был это сделать. Вот, наверное, он и делает это. Почему его противники не могут диспут какой-то сделать? Ну, типа, ты, если правду говоришь, вот твоя правда, а вот наша правда. Зачем родственникам угрожать? Угрозы родственникам ничего Так не он уже достигнет. несколько раз их на лопатки ложил. Они сейчас его как огня уже боятся с ним вступать в дискуссии, просто пытаются дискредитировать, запугать и Так, применяют только такие методы. я сейчас отвечу. Так родственникам угрожают не родственникам угрожает именно вот эта оккупационная система, которая там, вот эти русские рабочие, это они их, короче, это они им угрожают. Они находятся в Чечении. Они, я не знаю, куда-то их приводили даже, и этих родственников под русские, которые э, это же они схватили их, привели куда-то, да, или на камеру их снимали. На камеру снимали. Да, вот русские работники оккупационного Да, режима, да. они вот это и делают. Конечно, у них ни в каких интересах нет там диспуты устраивать. Это не их работа. Их работа заниматься террором над Не, чеченцами. дело в том, что вся вот эта сеть русского международного исламского терроризма, она тем или иным образом полностью связана между собой, включая как и якобы суфистских вот этих религиозных деятелей, проживающих в Чеченской республике, да, которые там, как у нас говорится, под ойля коси одели вот эти вот тюбетейки там, якобы хаджимуридовские, так и вот этих всяких вахабников, ярых, конченых, которые и в Европе, и в восточных странах, и в Панкисе, и везде, где угодно. То есть они тем или иным образом там через группы, через соцсети, через WhatsApp между собой все связаны, пересекаются. Так что там, когда тон задают, да, там из оккупационного вот этого
этого, как его, гнезда, который в Чеченской республике сейчас находится. Как вот там тон задают, это сразу везде по всем вот этим регионам всего мира аккуратно начинают как бы активизировать все. И люди, которые считают там Кадырова там, или вот этот русский режим враждебным, да, там, по сути, ведомы вот этой всей сетью, которая и там, и здесь, и везде находится в сговоре. Он как мулла из Швеции, по-моему, Швеции, да, если не ошибаюсь. Абу Малик есть там такой мулла, и его верно подданный Абу Хайлид. Ну, у них вот такие абушковские имена там в интернете. К этому Абу Малику из Чеченской республики, прям Караа, 95-й регион, машины приезжали сюда, в Европу. То есть и эти люди тоже здесь сидят, баламутят вот этих всех салафитов, ваххабитов. Как Абу Малик, так и его правая рука, этот Абу Халид. И еще делали такфиры вот этому и антитеррору, и нам здесь, как бы посылая сигналы всем дебилам здесь, Абдуллахам вот этим, которые в Европе находятся. Типа это муртады там из религии вышли. Хотя сами эти люди абсолютно, просто за 5 секунд это можно доказать, никаким боком своим вот этим религиозным убеждениям и религиозным идеологиям им абсолютно не соответствует. Просто далеко к бабке ходить не надо. Самый первый аят. Сура 4, аят 144. Вот те, которые уверовали, не берите себя в друзья, покровители, помощники неверующих вместо верующих. Все. Это приказ Аллаха в Коране, в суре Ниса, 4 суре, которую они должны выполнять. Но при всем при этом они ее не выполняют. Никто не хочет взять покровительство у верующих в Египте, в Сомали, в Афганистане, в Мавритании. Это можно перечислять и дальше. Хотя бы в Турции, да, которая демократическая, но при этом там мусульмане. И в руководстве страны тоже. Хотя у них светское государство, которое основывается вообще на национализме Ататюрка, который называл ислам аморальную религию там, арабов, бедуинов. Хотя бы туда, чтобы соответствовать хотя бы частично вот этой аяту этой суры, хотя бы туда нужно переехать. Но этого не происходит. Это говорит о том, что болтун, который сидит в Европе и людей называет там, муртадами, делает кому угодно такфиры, отпустил какую-то бороду для видимости, закатал эти брюки или там вообще платье надел арабское. Абсолютно не соответствует вот этим вот предписаниям. Просто ведет показушную либо деятельность балабола, либо там обычного вербовщика, который пытается оббаловать общество. Чем-то напоминает анекдот про мул. Делайте, что я вам говорю, не делайте, что я делаю. То есть они проповедуют одно, а сами живут и стремятся к другому.
Ну, вообще, после того, как Багдади в Сирии, вообще, во-первых, даже в Багдади идти не надо. Просто человек, который повернул спину во время джихада врагу и соскочил оттуда, грубо говоря, он уже выпрыгнул, как стрела, выпущенная из лука, из ислама, из ваххабизма, салафизма, со всеми потрохами. Раз, выпрыгнул оттуда, побежал к кефирам. Два, а не к мусульманам. Потом, сидя у кефиров, ладно, на первое время там выжить попытался. Но потом успокоился, все нормализовалось. Айда дальше, короче, к мусульманам. Ты не хочет сидеть, продолжает сидеть за пазухой у Христа. Следующий этап. На Ближнем Востоке развязывается действие вот этих джихадистов. Там тоже за которой стоит русня, да, ИГИЛ, НАГИЛ. Но они-то не признают это, что там русня стоит за этим. Они якобы от себя действуют. Но при всем при этом, то, что там развязывалось, они пропагандировали день и ночь, сами вот эти пропагандисты. То это именно предписание хадисов, там Шам, сейчас Махди должен откуда-то явиться, потом пророк Иса. И это, короче, то, что перед судным днем там было предписано. Айда все туда. Туда направили более 10 тысяч просто чеченцев, если брать, да, там еще со всего Кавказа, не считая. Среди которых там куча женщин, детей, вообще люди, которые в Европу переехали, спасаясь от войны, взяли своих детей, поехали туда из-за вот этих балаболов. Поехали туда переселиться, чтобы соответствовать этой идеологии, чтобы соответствовать предписанию хадиса, и плюс эмир правоверных, халиф всех мусульман Абу Бакр аль-Багдади имел право себя так провозгласить в соответствии с идеологией салафитов. Он имел право провозгласить, и все были обязаны пойти туда и полностью ему подчиниться и принять присягу. 4 не сделали этого. Где сидели у Христа за пазухой, там и остались. Потом всех, кого они туда позакидывали, там уничтожали, кто-то там спасся как-то. Сегодня по рукам ходят женщины там, как чеченки, так и в целом со всего Кавказа. У всяких этих слюнявых там арабов местных, включая курдов. Ну, курдов, правда, можно оправдать, потому что вот эти ублюдки насиловали там курдские. Ну, оправдать это не можно, но тем не менее спровоцировали курдов вот эти ублюдки, потому что начали брать в наложницы там их детей, устроили там базары, где торговали 8-9-летними девочками. Нужно Посуды. понять их мотивацию, вы, наверное, хотели сказать. Да, с курдов как бы спровоцировали, подтолкнули к ответным вот этим агрессивным. Курды бы не делали бы это, если бы вот эти ублюдки не, как бы не начали вот эту полную агрессию. В итоге там всех уничтожали, полностью свернули этот проект «Исламское государство». Теперь вот эти, которые один раз соскочили, второй раз кефиром, третий раз продолжают жить у кефиров, четвертый раз, когда их эмир правоверных позвал, туда не идут. Теперь повылезали снова из нор после того, после бури, которая прошла. И опять пытаются здесь как бы вот этих вот людей дебилизировать. Опять вот как
там пример здесь приводили, набойный козел, да, который овец заводит туда на бойню, это сзади закрываются ворота, козел через дырку вылезает и идет за следующей отарой. Этих пока здесь разделывают. Вот что-то такое, да, происходит. Вот цикл. Опять повылезали, опять начинают радикализировать общественность. И вот эти вот какие-то элементы, да, которые давным-давно сами 20 раз не мусульмане, да, согласно их самих, короче, вот этим радикальным дебилизму вот этому. Они пытаются еще здесь людям там, такфир кому-то сделать, кто-то там вышедшим из ислама. Да, это фу, вообще смешно. Он на их такфир, там, он какой-то алкаш, да, который там весь, я не знаю, обгаженный, там, ползет где-то, тащится, тебе, эй, ты что там, культуру какую-то не соблюдаешь, как ты себя ведешь, почему там, я не знаю, там, бабушку через дорогу не перевел эту, на зеленый свет, там, на светофор. То есть вообще какой-то, я не знаю, абсолютно не соответствующий тому, что он пытается там люди, как бы со своим бремном в глазу куда-то лезть, Какое-то короче, к людям. психическое расстройство биполярное у них. Да, вот так вот. Ладно, я, наверное, уже на отдых пойду. Эфир как бы круглосуточный, можете дальше там общаться. Машой, Масуд, всем оставаться свободным. Я тоже тогда выключаюсь. Рад был пообщаться с умными людьми. Спасибо за эфир. Многое узнал для себя, многое прояснил из того, что знал, но в чем сомневался. Был рад общению. Всем хорошего дня, у кого ночь, хорошего вечера, ночи. Я тоже тогда выхожу. И вам спасибо. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.